Национальная библиотека Чувашской Республики является государственной, универсальной, научной, общедоступной библиотекой, главным государственным книгохранилищем, координационно-методическим центром для муниципальных библиотек Чувашии. Располагающая обширным фондом более 2 миллионов единиц, библиотека предлагает различные услуги и комфортную, удобную среду для образования, исследовательской работы, самореализации и отдыха. История библиотеки берет начало в 1871 году. Книжное собрание с самого начала пополнялось благодаря пожертвованиям и дарам от частных лиц. С 1889 года библиотека перешла в ведение городской управы, была переименована в общественную публичную библиотеку. Насчитывая в конце XIX века около 4000 томов, библиотека располагалась в деревянном доме по улице Карла Маркса. С 40-х годов XX века в жизни библиотеки произошли важные события. В 1938 году она реорганизована в Республиканскую библиотеку имени Максима Горького. Через 2 года ей было предоставлено здание на берегу Волги, принадлежащие ранее купцам Ефремовым. Тогда же открылись межбиблиотечный абонемент, справочно-библиографический и методический отделы. В эти годы сложилась функция библиотеки как методического центра для сети сельских и районных библиотек. Библиотека сменила несколько адресов, везде пребывая на правах гостей. Лишь в 1972 году она поселилась в собственном здании общей площадью 4000 квадратных метров. В 1994 году получила статус Национальной библиотеки Чувашской Республики, что дало новый импульс преобразованием ее деятельности. Ввод в эксплуатацию реконструированного здания и строительство нового корпуса библиотеки показали, что... Исполнительный директор... прошу прощения, он подойдет позже. Далее. Исполнительный директор Фонда содействия развития венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики Олег Игоревич Тришин. И как раз у нас на подходе руководитель Центра экспортной поддержки Дмитрий Михайлович Краснов. Давайте я сразу передам, наверное, приветственные слова. Первым у нас доставляет слово руководителю программы «Мама предприниматель», благодаря фонда АМВ за будущее Екатерине Евгению Лешиной. Добрый день, уважаемые. Добрый день, уважаемые участницы проекта, добрый день, уважаемые члены жюри. Я рада всех приветствовать на финальном дне проекта «Мама предприниматель Чувашии». Давайте поаплодируем. Проект организуется несколькими организациями. Это «Опора России», Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и фонд компании АМВ в ответе за будущее выступает соло-организатором. Я хочу сказать, что несмотря на то, что сегодня мы должны выбрать одну победительницу, которая получит грант, вы все, уважаемые дамы, уже победительницы, поскольку вы нашли смелость, решимость придумать бизнес-идею, подать ее на конкурс, пройти обучение и дойти до финала. Я вас поздравляю с этим. Вы большие молодцы. И буквально несколько слов о том, что сегодня нам всем предстоит. Вы представите свои бизнес-проекты. Члены жюри, мои коллеги, мы будем вам задавать вопросы, да, возможно, делать какие-то комментарии. И наша цель ни в коем случае не строго вас судить или журить, да, а своими вопросами и комментариями, возможно, дать вам возможность еще ярче рассказать о своем проекте или же обратить внимание на какие-то стороны, которые требуют, да, доработки и улучшения. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к нашим комментариям и вопросам вот так положительно, позитивно и творчески. Желаю всем успехов, постарайтесь представить свой проект наиболее ярко, мы с удовольствием вас будем слушать. Удачи! Спасибо большое, Екатерина Евгеньевна, за пожелания, за добрые слова. Также приветственное слово я хочу передать Заклепу Худину Магомедову, это начальник отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Чувашской Республики. Добрый день, уважаемые участники.
участницы Лидии. Я хочу сказать, что как только я сюда зашла, я увидела ваши посвященные такие лица, сразу видно, что вы мама, что у вас такие добрые глаза, очень открытые лица, поэтому обстановка здесь вот для меня самая благоприятная. Спасибо вам за участие, что вы нашли время оторваться от своих детишек, участвовать в нашем конкурсе. На самом деле вы все достойны получить первые места, но условия у нас конкурса таковы, что мы должны выбрать лучшие из лучших. Вот. Но тем не менее, для меня вот лично вы все лучшие. Вот. Я поздравляю вас с тем, что вы прошли какие-то азы обучения в деле развития предпринимательства, потому что на самом деле развитие социального предпринимательства и женского предпринимательства — это очень важная вот такая часть развития вообще предпринимательства в целом, в том числе и для женщин, которые имеют детей, чтобы они не выпадали из социальных прослойки, чтобы они активно участвовали в этом. И я рада, что у нас на федеральном уровне такие конкурсы предусматриваются. Вот. Еще раз вам спасибо за участие. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю вам здоровья вашим детишкам и вам тоже. Спасибо. Спасибо огромное, Ольга Багудиновна, за теплые пожелания. Ну а мы, наверное, перейдем уже к той части защиты проектов, да? Самая такая у нас волнительная часть. Мама, вы готовы? Да, отлично. Итак, первый у нас будет проект защищать Орлова Валентина. Сейчас, секундочку. Добрый день. Что представляет из себя мой продукт? Это подушка для всего тела, предназначенная для сна, которая состоит из внешней наволочки, из льна и хлопка и внутреннего наполнителя. Я предлагаю использовать гречишную лузгу и лекарственные травы. В чем преимущество подушек из гречишной лузги? Полые гречневые оболочки противостоят влиянию полевых клещей, помогают уменьшить головные и мышечные боли, принимают форму, идеально соответствующую контурам тела. Кроме этого, это 100% натуральный наполнитель, что важно для тех, кто заботится о своем здоровье. Я предлагаю следующие варианты формы подушек, которые можно увидеть на слайде. Кто моя целевая аудитория? Во-первых, это беременные девушки, которым очень сложно найти позу для сна, особенно на поздних сроках. Но кроме этого, сейчас подушки для всего тела выбирают также и люди в возрасте, которые тоже испытывают проблемы с засыпанием, приверженцы здорового образа жизни, например, спортсмены, которым нужен здоровый сон для восстановления своих сил, и также представители йога-сообществ и тех, для кого экологичность – это стиль их жизни. В чем конкретно преимущество? Мой проект уникальный. Таких подушек в рынке нет. Есть подушки с искусственными наполнителями. И кроме этого я предлагаю использовать для внешней наволочки материалы премиум качества. То есть моя целевая аудитория – это люди сегмента средний плюс. Потому что на рынке представлены подобные подушки из дешевых материалов, которые имеют очень короткий срок использования. Кроме этого, у меня продукт, как я уже сказала, экологичный, производство в том числе, актуально для широкой аудитории.
И у меня опыт производства подобной продукции уже 3 года. Я действующий индивидуальный предприниматель, но произвожу именно вот такие вот подушки из искусственных материалов. И вот идея моя заключается в том, чтобы перейти на экологичное производство и масштабировать свой бизнес, потому что сейчас я занимаюсь именно индивидуальными заказами. Хочется быть на сегмент B2C. У меня, соответственно, наработанная база покупателей, и я имею возможность продавать через личный бренд, потому что я мама-блогер, у меня в соцсетях есть своя аудитория. Соответственно, за 3 года я уже набрала свою базу и поставщиков, у меня есть доступ к сырью и материалам, и за 3 года мы уже разработали выкройки, проверенные, которые соответствуют анатомическим особенностям, и проверены все технологические швы. Мой проект предусматривает производственное помещение и параллельно шоурум в экономически развитом районе города с платежеспособной аудиторией. Это северо-западный район нашего города. Там у нас как раз сконцентрировано, скажем так, экономически благополучное население. Продавать я свои подушки хочу как напрямую через шоурум, но больше акцент я делаю на дистанционную онлайн-торговлю через площадку Instagram. На начальных этапах мне нужно производственное помещение 30 квадратных метров и шоурум 10 квадратных метров. Почему я начинаю с маленького? Потому что хочу наращивать объем производства с целью самоокупаемости проекта, чтобы не залезать в долги, скажем так. Здесь вот указана база поставщиков. Система налогообложения я выбрала 6%, доходы, 6% доходов, потому что это самые выгодные налогообложения для данного проекта. Бренд свой я хочу назвать «Луна», потому что название бренда как раз-таки коррелирует с идеей экологичности и причастности к природе. Оно адаптировано для выхода на международный рынок. Легко запоминается, согласитесь, Луна, не так сложно запомнить. И в логотипе вы можете увидеть, отражается наша деятельность. То есть вот буквы похожи на подушки, которые мы производим. Как я уже сказала, наши подушки подойдут, в принципе, любому человеку, который находится в этом зале, потому что все мы мечтаем высыпаться. И главное, подготовить грамотный оффер, чтобы донести это до конечного покупателя. Объем рынка на самом деле большой, соответственно, в связи с тем, что аудитория широкая. Конкурентов прямых нет, потому что пока еще никто не додумался производить подушки для тела из именно экологичных материалов, все пользуются искусственными. Но из тех, кто как раз-таки использует искусственные материалы, самые большие конкуренты вот представлены здесь. Почему ожидается рост рынка? Потому что, как я сказала, подушки раньше были популярны только среди беременных, но я, как человек, который ими занимается, могу сказать, что сейчас меня их берут не только беременные, но потом берут еще своим родителям и в подарок. Очень отличная идея. У меня уже есть страница в соцсетях, в Instagram. У меня 1238 подписчиков. То есть я хочу продвигать именно через соцсети. И для запуска мне нужно следующая сумма для запуска. Кроме этого, я хочу попробовать рекламу лифта, так как аудитория широкая, и данный канал должен сработать. При этом мои подушки обладают достаточно низкой себестоимостью, но на рынке продаются за достаточно крупные суммы. Поэтому маржинальность данного проекта у нас очень высокая. Как мы видим, вот, средняя прибыль с единицы изделия 1890 рублей в рознице и 955 рублей в опте. На начальном этапе я хочу взять всего лишь 3 сотрудника и с индивидуальным графиком работы, поэтому на данную должность могут претендовать и мамы в декрете. Хочу сделать акцент именно на них, потому что сама понимаю, что достаточно сложно в декрете обеспечить себя материально. У меня будут не настолько большие объемы производства на начальном этапе. Планирую производить 330 подушек в месяц. Соответственно, большая часть у меня будет уходить на опт, и продажи розничные будут занимать меньше половины в общей сложности. Постоянные операционные расходы в месяц на налоги,
аренду, зарплату, маркетинговые мероприятия 142 тысячи. Средняя прибыль в месяц при этом, при таком объеме 436 700, соответственно, чистая прибыль, на которую я могу выйти в месяц, это 294 тысячи рублей. Для того, чтобы стартовать в данном проекте, мне необходимо 161 тысяча рублей. При этом на средства гранта планируется приобретение необходимого оборудования, материалов и сырья для запуска производства. А за счет собственных средств я хочу запустить рекламу, арендовать начальное помещение и заложить средства на зарплату персоналу. При этом, благодаря высокой маржинальности проекта и отсутствию необходимости глобальных инвестиций в данный проект, период окупаемости всего лишь 2 месяца. Ну, безусловно, когда выходишь с новым продуктом на рынок, бывают определенные риски. Например, появление нового конкурента. Естественно, новые идеи у нас быстро обрабатываются, скажем так, конкурентами, и мы можем им противостоять благодаря формированию уникального торгового предложения и повышать конкурентоспособность за счет маркетинговых мероприятий. Также может быть риск, что продукция будет не востребована, так как она новая, да? И мне нужно будет приложить усилия для того, чтобы донести свою идею до целевой аудитории. Возможно, придется увеличить бюджет на рекламу. И если идея совсем не стартанет, скажем так, и мне придется искать план Б, я могу просто на базе данного производства привычные подушки производить из искусственных материалов, тем, чем я уже сейчас и занимаюсь. Кроме этого, есть риск того, что вырастет стоимость сырья, потому что мы знаем, что со следующего года у нас повышается ставка НДС, и поэтому я буду сейчас создавать альтернативную базу поставщиков, чтобы у меня всегда были варианты, где я могу достать сырье. Рост стоимости аренды помещения. На самом деле риски низкие, потому что сейчас у нас в городе остается очень много коммерческой недвижимости. Вот здесь вы можете увидеть отзывы. На самом деле продукт очень популярен, пользуется спросом, поэтому я считаю, что данный проект очень даже рентабелен. И просто нужно донести до своей целевой аудитории уникальность данного проекта. Спасибо большое за внимание. Дорогие участницы, давайте мы жесткий тайминг установим, согласны все, до 5 минут строго. Коллеги, мы тоже быстро за временем, будем сразу останавливать, не успели, но уж извините, да, нужно уложиться. Уважаемые члены жюри, тоже у вас на вопросы ровно 5 минут. И еще хотел вам объявление сделать, мы оценим по 5-бальной шкале участников. Спасибо. Вопросы? Да. Я, наверное, без микрофона смогу прийти. Большое спасибо за презентацию. Я хотела уточнить, во-первых, где вы сейчас занимаетесь, да, производством? У меня индивидуальный заказ, поэтому я шью дома. Просто я оформилась как ИП. Индивидуальные заказы не предполагают сертификации, поэтому это все законно. Но у меня ребенок маленький, индивидуальные заказы занимают очень много времени. Мне хочется уже расширяться, нанимать персонал, чтобы больше уделять времени своему ребенку. И второй вопрос. В случае победы, на что вы потратите средства гранта? 100 тысяч я потрачу на приобретение необходимого промышленного оборудования, именно на обустройство моей студии и первичные материалы для запуска производства. Остальное за счет собственных средств. Вы считаете, что сначала надо сделать какую-то сырьевую базу и какое-то количество продукции, да? А потом можно заниматься рекламой, продвижением? Можно отшить пробную партию, предусмотреть маркетинговые мероприятия, провести фотосессию, допустим, провести работу с блогерами. То есть сначала запустить продукт на рынок, проверить спрос и затем уже начать заниматься производством, если... То есть вы образцы сначала делаете, да? Выступочные образцы. И будете можно, допустим... размещать в рекламе, а потом уже собирать по мере заявки, да. То есть не сразу производство, чтобы потом не знать, куда эти подушки девать. У меня вопрос. На самом деле, вот фишка вашей продукции в том, что она натуральная. Потому что такие подушки я сама лично покупала, они из искусственного материала, но они довольно популярны сейчас. Ваша фишка в том, что у вас будет натуральный материал, горячичная луска. Где вы ее будете брать и почему только горячичная луска? Много есть материалов, которые можно применить. Вот в том числе отходы сельхозпроизводства, растениеводства.
Вот как раз-таки в концепции я указала, что в альтернативном варианте можно использовать также и лекарственные травы. А где вы будете брать? Да, есть база поставщиков. Да, есть база поставщиков, вот как раз я здесь указала, например, травы Оптом, это травы Кубани, которые могут мне предоставить наполнители, и вот сайт Я поняла. А насколько себестоимость увеличится с тем, что будет Кубани? Себестоимость увеличится не намного, потому что вот оказалось, по моим расчетам, что из натуральных материалов себестоимость даже ниже, чем из искусственных. Например, муста за килограмм стоит всего лишь 40 рублей, а искусственный наполнитель, который я беру, 150 рублей. Ну, так я вам предлагаю, чтобы как вы продвинуть свою продукцию, в маркетинговый ход должны быть заложены именно товары. Потому что сами по себе подушки уже такие есть. Да. А то, если вы акцент делаете на натуральной сети, вам даже пробные квартиры нужно будет выпускать. Они будут у вас в производстве и расходиться также, потому что есть на самом деле много людей, которые именно это и ценят. Подушки. Вот я отношусь к таким людям. Поэтому я думаю, что таких много. Ну, желаю вам успехов. Спасибо большое. Хотелось узнать, странички в интернете у вас как-то представлены? Вы пытаетесь? Да, у меня в Инстаграм, получается, есть страница, так вот, называется Луна Б, можно зайти, подписаться, посмотреть, чем мы занимаемся. Кроме этого, у меня личная страница, там около 8000 подписчиков. То есть начать его продвижение можно с моей личной страницы, где аудитории больше. Кроме этого, я, конечно же, сотрудничаю тоже с блогерами, другими мамами, поэтому выход, скажем так, на целевую аудиторию у меня есть. Можно сейчас? У меня не вопрос, у меня просто мысль, хотелось вслух выразить. Очень хорошо проработанный проект, даже замечаний никаких нет. Вы можете смело обращаться в агентство поддержки малого бизнеса. С таким бизнес-планом, я думаю, что у вас высокие шансы получить финансирование в начальном этапе. Спасибо большое. Очень понравилось выступление, очень яркое. Может быть, я прослушал, вы говорили, какой у вас сейчас объем продаж, и в случае принятия работников, какой вы собираетесь устанавливать размер зарплаты? Размер зарплаты я установила небольшой, потому что у нас будет график работы индивидуальный. То есть для того, чтобы отшить 330 подушек, которые я на начальном этапе собираюсь отшивать, для этого нужно буквально 10 рабочих дней. Поэтому, соответственно, я могу брать мамочек, которые сидят в декрете, соответственно, пока не полную загруженность, соответственно, зарплаты тоже низкие, но с увеличением объема производства я могу и, соответственно, увеличить расход на фонд оплаты труда. Объем продаж? Вот сейчас покажу на слайде. На опт 200 подушек, розницу 30 и онлайн-продажи через интернет-площадки 100 подушек. Это вполне реально, потому что я сейчас сама без работников в месяц примерно 50-60 подушек отшиваю. Спасибо, мы, наверное, заканчиваем, с вами хорошо. Спасибо еще раз, огромное. Итак, чуть-чуть уже поставить следующую оценку. Следующая у нас участница, это Алексея Валерия. Приглашаем сюда. Здравствуйте, меня зовут Алексея Валерия. Я представляю проект «Ягоды Минералик» в сфере деятельности выращивания ягодных культур. Мой продукт – это ягоды земляники садовые, ежевики, малины, а также саженцы цветовых культур. Целевая аудитория – это перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, это организация общественного питания, оптовые покупатели, владельцы торговых площадок по реализации плодовых ягодных культур, кондитеры, использующие ягоды в своей продукции. Далее предприниматели, занимающиеся продажей ягодных букетов. Я сама чувствую, это прежде всего сельское население, большая часть городского, то покупатели, владельцы садовых центров.
конкурентное преимущество заключается в том, что имеется определенный опыт выращивания ежевики, малины, клубники. При выборе саженцев будут выбирать самые лучшие сорта, самые сладкие, легкие, урожайные. Используется растянутый период сбора ягод, то есть будут выращиваться ранние, средние и поздние сорта, а также монтантные. Будут производиться экологические чистые ягоды с использованием органических удобрений и биологических средств защиты растений. Будет использоваться интенсивные технологии выращивания земляные садовые, ежевики, малины. И также имеется клиентская база, что является преимуществом. И мы свой сервис включаем бесплатную доставку. Объем рынка. По сбору клубники в 2017 году в России сбор клубники составил 178 тысяч тонн, малины 140 тысяч, ежевики 1 тысяча тонн. Но сбор ежевики не такие большие, так как этот рынок довольно-таки молодой. Лидером производства ягодных клубники стал Приморский федеральный округ, 29,3%. В данный округ входит Чувашская республика. Лидером по производству ягод являются Краснодарский край, Северокавказские регионы, Адыгея, Ленинградская область, Московская область, так как она находится рядом с крупнейшими рынками сбыта, это Москва и Санкт-Петербург. Далее хочу отметить конкурентов на Чувашии, это прежде всего личные подсобные хозяйства, данные тенденции характерны и для России. Имеется несколько крупных игроков, которые представлены по саженцам. Также это личные подсобные хозяйства. Вот эти крупные игроки, они в доле рынка представлены больше, так как они выращивают, являются поставщиками более качественной рассады. Прогноз роста рынка. Хочу отметить, что в 2017 году было импортировано 49,2 тысячи тонн ягод, при этом 80% замороженные ягоды – это все импорт. Лишь 20% – это отечественная продукция. То есть мы должны занять эту нишу, тем более местный покупатель приветствует российскую ягоду, местную ягоду. По рынкам саженцев хочу отметить, что ведущими селекционерами ежевики, малины и клубники являются Европа и Америка, и, соответственно, крупнейшие производители ягод, они закупают в основном лидеров, официальных лидеров. Крупный поставщик саженцев победнее, тоже он выпускает. И так как мы индивидуальные предприниматели, и самый большой я планирую 4 гектара садить ягодами, то мы ориентированы на местный рынок. Вот, позиционирование. Наша ягода и самцы будут качественные, так как мы будем выбирать самые лучшие сорта, будем покупать самцы у официальных дилеров, что то есть сорт будет соответствовать тому, что мы хотим. Далее наш сервис включается бесплатная доставка, будет выращиваться экологические чистые ягоды, как я уже отмечала выше. То есть, соответственно, она будет конкурентна, то есть не в пике сбора, то есть в октябре, в сентябре она будет высокой. Каналы продаж – это сельскохозяйственные ярмарки, это рынки, специализированные интернет-ресурсы, это агробазар, агросервер, Авито, социальные сети, имеется определенная клиентская база, холодные звонки, визиты. Бюджет этих мероприятий – это 49 тысяч. Финансы, запрашиваемый объем финансирования 300 тысяч, из них 100 тысяч грант, 200 тысяч собственные средства. Это высокая, надо отметить высокую рентабельность бизнеса, 89,4%. Далее, я отметила, что у меня имеется опыт данной индустрии. То есть 6 лет я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. За это время я, получается, выращивала клубнику, ежевику, малину. У меня сейчас есть 15 соток земли, где имеется теплица, то есть у меня есть опыт выращивания клубники в закрытом грунте.
То есть реализация была через ИП мужа. Вот хочу за 3 года вывести объем на 4 гектара. В заключение хочу отметить преимущество бизнеса — это высокая рентабельность, сравнительно небольшие объемы вложений на начальном этапе, возможность выращивать ягоды почти круглый год, высокий спрос на ягоды, ежевики, клубники и малины, так как она является полезной. Риски — это болезни, насекомые, и собранные ягоды хранятся недолго. Ягоды созрелые, и можно визуализовать. И в заключение хочу отметить, что тренинг «Мама предприниматель» стал очень значимым событием в моей жизни, и накопленный опыт и знания помогут сделать проект «Ягодный рай» успешным. Спасибо большое. Вопросы? Вопрос. Вот вы указали, что это риск проекта хранится не будет дерева. Как бы продумать по хранению? Холодильники нужны какие-то? Ну да, если у нас будет такой большой, как я говорю, да, холодильный оборудование будет поступать за сервис, холодильное оборудование, которое будет экспортировать городам монополисты, близлежащий город, города регионы, ближайшие города, как сказали, мы ориентируем на Москву, Санкт-Петербург, там спрос очень высокий. И цена ягоды, соответственно, ниже 200 рублей падает, когда как в регионе она самого сезона, она 130 рублей за килограмм. В общем, мы ориентированы на большие города. Общее вложение каким же? Ну, на начальном этапе я запрашиваю 300 тысяч, но это рассчитано на 25 соток. То есть в течение 3 года с помощью своих саженцев я постепенно буду увеличивать. Потенциальная возможность земли расширить площадь, ну, земельных участков есть. Есть земли в Красноярском районе, ну, аренда земли стоит довольно-таки недорого. Но все это компактно рядом с вами существующим уже производством. Да. Валерий, такой комментарий. Вы знакомы с господдержкой Минского ПЗА Чувашии? Да, я слышала. Вот обратитесь туда, там есть неплохие гранты на развитие личных подсобных хозяйств. Я думаю, что вы как раз можете покрыть. Там сумма гораздо больше, по-моему, если не ошибаюсь, 1,5 миллиона. Так что там... Ну, надо учесть, что стоит. И еще у меня, поскольку я начала говорить, такие к вам предложения, учитывая, что ваша продукция, она быстро портящаяся, нужно как-то продумать хотя бы первичную переработку, либо заморозку, либо что-то вы будете производить, может, компост, морсы. Это на дальнейшую, на перспективу, но тем не менее это очень полезно. Поэтому, когда вы будете уже важно, хотя бы даже, уже обязательно ягоду, которую вы купили, будут хорошие. Большой вопрос нет? Давайте перейдем к следующему выступлению. Следующая часть у нас Бегаева Ольга. Пожалуйста. Сейчас, секунду, начинается созвон. Я занимаюсь этим уже, я занимаюсь этим 2 года на хобби. И 3 месяца назад я решила все-таки описать свою историю, бизнес-знанием, творчеством, с другими молодыми мамами, женщинами. Но мне не хватает знаний для ведения бизнеса.
предоставления услуг. Это разнообразные творческие мастер-классы. Они рассчитаны для взрослых. Инженеры, бизнесмены, бухгалтера, учителя, врачи. Это все мои клиенты, все потенциальные. Приходя на мастер-класс, они отдыхают. Ну, своеобразный спа для души. Целевая аудитория – это девушки и женщины 25-55 лет, которые любят делать что-то своими руками, менять свой дом. То есть мы учим их, как из ничего делать что-то. Это не дизайн, это декор. Декор – это украшение. Конкурентное преимущество. Мы учим делать, как бы это громко не звучало, шедевр за один день. То есть приходит человек с нуля, уходит с потрясающей работой, не верит в себя, расправляется крылья и прочее. Очень уютная стильная атмосфера в нашей студии. На этом я делаю акцент. Это не мастерская, это именно студия, где все стильно, красиво, атмосферно и очень творчески. Сочетание мастерской и фотостудии, высокий сервис, то есть горячий чай, улыбки, всегда на связи, консультации, очень высокое качество материалов и заготовок. И, конечно, уникальность района. Такая студия в Чебоксарах и вообще в Чувашии первая. Вообще это направление в России очень молодое, ему всего будет пару лет, но вот в Чебоксарах только-только открывается. В городе таких мастерских, как я говорила, нет. Есть другие, есть кулинарные мастер-классы, есть мастер-классы гончарное дело, есть живопись. Наша мастерская предлагает совсем другие мастер-классы, но и очень широкая линейка для и детей, и взрослых, и даже мужчин. Основные конкуренты, как я уже сказала, кулинарная мастерская, двух сестер, гончарная и так далее. Прогноз рынка на ближайший год – это открытие, открытие еще одной мастерской уже в центре города. Сейчас у меня мастерская спальня в элитном районе. Клиент у меня доработан, потому что я работала до этого 2 года тоже так же, как Валентина в Инстаграм. Имидж-студия у меня планируется как творческое современное пространство. Цены на мастер-классы у меня средние и выше среднего, но это объясняется тем, что очень высокое качество заготовок и материалов. Маркетинговые мероприятия, реклама в Инстаграм, реклама в известных глянцевых журналах, презентации студии я провожу. То есть приглашаю клиентов, объясняю им уже непосредственно на столе, как это все красить, делать, декорировать и прочее. Очень большой интерес у девочек и женщин. Каналы продаж в соцсети, офлайн-студии и в перспективе это разработка сайта, потому что сейчас мы движемся к тому, что все будет онлайн, практически все. И это будет онлайн-курсы также. Финансы. Ну, запрашиваю финансирование на развитие в данный момент 200 000 рублей, потому что студия уже работает, и не хватает на рекламу, мне не хватает на доп. Оборудование, на красивую мебель, на проекты, потому что визуализация очень важна. Период покупается 4 месяца, рентабельность тоже высокая. Вот это уже и статистика. Значит, например, выручка 120, расходы 65, чисто прибыль 55 000 рублей в месяц. Это на сегодняшний момент совершенно реальная цифра. Только-только начала, поэтому пока не очень высоко, но будем двигаться дальше. Собственно, средства из них 70 000 рублей, сдаю на 100, и я грант планирую потратить на покупку новой мебели, проектора и ноутбука. А также разработку новых мастер-классов, потому что ниша такая, как подростки, например, она вообще не охвачена. Им деваться где-то некуда, то либо боулинг, либо кино, и все. Хотела бы, чтобы они что-то еще творили. Ну, команда это я и приглашенные мастера, которые тоже высокий уровень. Вот мы делаем такую красоту из ничего. Это пластиковое кашло, это пластиковая рамочка фикс-прайс, это вообще стеклянный золотой сервис с рынка. Вот мы такое предлагаем. То есть в Москве и в других регионах это довольно развито, в Чебоксарах это вот только-только набирает обороты, и я надеюсь, у меня все получится. Потому что, да, уже у меня есть клиенты, я уже давно работаю на этом рынке. Все. Спасибо за внимание. Да. Я, допустим, не совсем поняла, как вы завлекаете аудиторию. Для меня вот даже сейчас непонятно. Вот вы, допустим, меня хотите привлечь. Как вы меня привлечете? Возьмите листок бумаги, приходите, или возьмите какой-то кашку, приходите? Нет, я представляю все. То есть вы приходите сама, с хорошим настроением, и уходите. Мы в бизнесе. А для чего я к вам должна прийти? Вот что я должна? А вот смотрите, как у меня эта идея должна зародиться? Ну, конечно, сарафанное радио, это Инстаграм, и это вот реклама в глянцевых журналах, чтобы давать, например, привести. Сейчас, на сегодняшний момент, у меня тоже подписчиков очень много в Инстаграме, я около почти 3000, и все это основание, как бы посыл для людей. Вот мы сделаем вашу вещь в старом доме, новый, такой смысл? Да. Либо мы простую вашу вещь, пластиковую рамку сотворим в ней шедевр, да? Ну, да. Я бы вам порекомендовала
рекомендовала в маркетинге немножечко конкретизировать, потому что это не совсем понятно, для чего люди к вам должны приходить. Они должны приходить отдыхать, развиваться творчески, учиться новому. Это не всегда ваша старая рамка. Это может быть то, что я дам. Мы делаем потрясающие крутые зеркала, которые они носят домой сами, с нуля. Я отдаю все заготовки. У меня очень много поставщиков. Развить свой творческий потенциал, приходите к нам. Да, и отдохнуть, да, провести девичники, дни рождения. Проявительные районы. У нас какие нижние районы очень красавцы. Да, считается, что он. Северо-запад. А вы предусматриваете, это, я так понимаю, если у вас начали это для довольно состоятельных людей, да? Ну, ценовая политика, да, это стоит. Нет, почему? Ценовая политика просто такова, что да, там средний уровень, ну, от мастер-класса стоит от 1000 рублей. Да. Хотелось бы расширить вот, вашу клиентскую аудиторию. За счет снижения? Люди бедные у нас составляют 99% населения, поэтому... Ну да, мы делаем, конечно, для них тоже нишу, да. Конечно, конечно. Они тоже же хотят отдохнуть. Да, творить, да, я поняла, хорошо, спасибо. Да. А где вы сейчас находитесь? Сейчас территориально я нахожусь в селе Сверчков 8, только да, я арендую помещение, очень прекрасное помещение, с отдельным входом, очень красивое. И планирую в будущем открываться в центре, потому что аренда, кстати, тоже очень востребована. Вообще занимаюсь как мастер 2 года, как бизнесмен всего лишь 3 месяца. Поэтому я здесь. Да, поэтому я здесь. Примерно на мастер-класс, я, например, сейчас вот в Чебоксарах могу в месяц где-то человек 20. Сейчас еду в Казань завтра. Объявление где-то? Объявление, да. Пока только соцсети Инстаграм. Пока. Но вот я поэтому и здесь, чтобы вот у меня были средства дальше двигаться, потому что я понимаю, что аудитория не охвачена. Вот вы правильно сказали, что довести нужно до многих. Это очень крутая новая темочка. Да, вы, если потратите сумму гранта на мебель, вы считаете, Не это только вложение адекватное? Потому что, ну, как бы, бизнес предусматривает сначала вложение в материалы, то есть то, из чего вы делаете. Конечно, конечно. А мебель, декор, интерьер. Ну, я вас понимаю, но смотрите, мой проект, он как раз на то, чтобы людям создать обстановку. Я же не производитель, я оказываю услуги. И приходя в мою студию, да, люди просто наслаждаются красотой. Нужен проект обязательно, я поняла, что это проблема там острая. Очень Я понимаю, что это обязательно надо, но как бы что-то иное. Ну ладно, красивый, да, качество материала. Материалы, с которого вы Конечно, конечно. Поэтому я бы пожелала вам, ну, посмотреть, как вы Да. программу будете использовать. Мне кажется, если вложить вот такие Время. средства основные, то шансы на развитие. Хорошо. Ну, да, там есть еще собственный интерес, так что будет все. Я думаю, наверное, спасибо, да, спасибо. Спасибо большое. Следующая ученица у нас Васькова Надежда. Пожалуйста. Аплодисменты. Добрый день. Меня зовут Надежда Васькова. Тема моего проекта – это агротуристический комплекс Фазандан. Данный проект является уникальным местом отдыха, где родители с детьми, с несовершеннолетними детьми, могут почувствовать себя частью природы, окунуться ненадолго в атмосферу сельской жизни, познакомиться ближе с миром животных и растений, и имеют также возможность вдохнуть силу леса и на время забыть о городской суете. Целевая аудитория – это семейные пары с несовершеннолетними детьми. Конкурентные преимущества данного комплекса состоят в том, что он находится в экологически чистом месте, может предложить здоровые продукты питания, имеет широкий выбор досуга как для родителей, так и для детей, а также большие рекреационные возможности. Кроме того, здесь удачно сочетаются лесные, полевые, речные, озерные ландшафты. А можно уточнить, где? Да, сразу. Сейчас, пойдем. Рынок продукта. Объем рынка на данный момент составляет около 15 сельских гостевых домов и 6 туристических центров. Основные конкуренты – это агротуристический комплекс «Заим», зеленая усадьба, турбаза «Медвежий угол» и туристический оздоровительный комплекс «Заимка».
Прогноз рынка официально 3% ежегодно. Вот дошли до местоположения. Комплекс позиционируется как организация эконом-класса для семейного отдыха в теплой и дружелюбной атмосфере. Расположен в селе Калинина Бурмашского района Чувашской республики. На данный момент у нас уже в аренде на 50 лет площадь 2 гектара. Продвигать будем в основном через интернет, это таргетированная реклама, в социальных сетях и собственный сайт. Также с помощью бизнес-партнеров через различные мероприятия, публикации в журналах и сарафанное радио, куда от него деваться. Так, здесь вы можете увидеть маркетинговые мероприятия, которые должны провестись для запуска проекта. Бюджет маркетинговых мероприятий 40 тысяч рублей. Все мероприятия можно посмотреть в разрезе таблицы. Для запуска проекта необходимо 191 тысяча рублей. Какие статьи расходов все указаны здесь. Этапы проекта, они будут 2 этапа. На данный момент мы в рамках данной программы рассматриваем только подготовку инфраструктуры для проведения экскурсий. Второй этап – это строительство гостевых домов и беседок. Перед окупаемостью первого этапа 6 месяцев. Рентабельность 38%. Здесь мы даем показатели. Средства, полученные от гранта, мы рассматриваем потратить на обучение птицы, то есть различные экзотические птицы, страусов, павлинов, фазанов и других породистых птиц. Проект является семейным, то есть маркетинговая часть она будет возложена на меня, так как я уже являюсь сертифицированным специалистом по продвижению в социальных сетях, как ВКонтакте и Инстаграм. Прямыми продажами будет заниматься мой муж. На данный момент у нас уже функционирует пасека, построен ангар для птицы и еще несколько построек на территории. Существует концепция развития сельского и экологического туризма в Чувашской республике до 2020 года, согласно которой развитие именно этой сферы деятельности является наиболее, одним из важных направлений. И развитие туризма на селе – это так и влечет подъем уровня жизни, качества жизни на селе. И создание новых рабочих мест, приток инвестиций, предложение экологических продуктов для посетителей, для туристов. На этом все. Спасибо за внимание. Вы там живете, да? Вот это сложный вопрос. Это ключевой вопрос. На данный момент, не знаю, наверное, может быть, на Западе тоже разное. У нас мы живем как полгода мы живем в сельской местности, полгода мы живем в городе. То есть это у вас только летний? Да, вот проблема пока в том, что мы не можем развить зимний вариант, потому что не хватает средств для этого. Там коммуникация, наверное. Коммуникации мы делаем, мы уже проводим электричество, тоже по программе. У нас уже есть водоснабжение, нужно только это все протянуть. Электричество и водоснабжение. Да. Поэтому у нас сейчас пока вот пасека, значит, уже работаем активно на пасеке. То есть построек у вас там еще нет? Есть там для птицы. Нет, жилых домиков. Нет, жилых домов нет. Вот жилых домов это таки второй этап уже. Когда мы подкопим средства, может быть, получим какие-нибудь гранты. А вы просчитывали вообще себестоимость этого проекта? Себестоимость первого этапа. Второй этап мы собираемся начать с постройки 2 домов. Мы считаем, что это будет окупается. То есть и вы там будете? Да. Первый этап, что поделаешь, зимнего варианта нет, приходится на полгода. А второй этап, да, я думаю, что мы уже полностью будем там. Долгий проект, но очень. Да, мы уже сколько лет, как все помню, у меня идея началась уже со школьной скамьи, я эти идеи не теряю, у меня уже все длится. Как я вышла замуж, я нашла наушников, мы все равно идем дальше. Отлично. Успехов вам. Спасибо.
То есть направление очень перспективное. У меня просто вопрос к вам. Давайте. Слушаю. На самом деле, вам кажется, что вы вот купите кур, там, фазанов, к вам повалит народ. Нет, это неправильно. Чтобы развить как маломальский туризм, хотя бы назовем его так, чтобы вас посещали люди, нужно огромные средства вложить. Те ваши конкуренты, которые сейчас вам говорят, да, я была совершенно неинтересна. Вот мне, допустим, лучше пойти в лес прогуляться, чем пойти, потому что это практически то же самое, но за деньги. На следующий год у нас сейчас приостановился национальный проект по туризму, на следующий год стартует. В рамках этого национального проекта будут выделяться большие деньги на развитие, в том числе и сельского туризма. И я вам предлагаю просто поучаствовать там, потому что идея у вас хорошая. Вот наличие вообще идеи и желания – это 90% успеха. Но остальная часть финансовая, она тоже имеет немаловажное значение. Вы можете все это начать сейчас реализовывать, может быть, к вам будут приезжать, зарабатывать клиентов. Но тех денег, которые вы запрашиваете, поверьте, это вообще очень маленькие деньги, вы на них ничего не делаете. Да, я понимаю, это только начало. Ну, там уже приезжали туристы с маской, группами приезжали, но правда только на пасеку, там же по-другому им предложить не могли. И я вам предлагаю все-таки вот какой-то проект, я видела, я не совсем потому что такое устрица. Приезжает в деревенский дом, там, хотите печку затопить, туристов, хотите там печь, хотите пироги спекить, хотите коровку доить, хотите сумку, там, веску пасите. Вот такое может быть какое-то направление, чтобы люди приезжали не просто так родили, смотрели, а в чем-то участвовали в каком-то. Да, вот это вот у нас все потом планируем. Да. Проект хороший, но на сегодня не реализуем. Он пока получающий, как бы обучающий, да, именно для детей. Что как растет, как выглядит, как лает, как ну, вот это все. Еще вопросы? Все, завершим. Спасибо большое. Следующая участница Дмитриева Наталья. Прошу. Добрый день. Меня зовут Дмитриева Наталья. И я хочу предложить проект, но социальный проект по дистанционным курсам по рукоделию. Этот курс, например, вот делала девочка, ей 5 лет. Это ее первая работа. И вторая фотография – это то, что делает она сейчас, через 2 года. Вот такие вот ей. И сейчас 7 лет. Дистанционные курсы по художественному рукоделию в форме индивидуальных мастер-классов. Почему? Потому что направлено на такую группу детей. Мастер-классы проходят индивидуально с каждым потребителем. Он получает пакет необходимых материалов на месяц с учетом выбранных видов и количества времени. Как это происходит? То есть мы работаем с каждым индивидуально. Мы готовим на месяц. Например, он выбирает, какие мастер-классы хочет, какие мастер-классы он хочет. Для него готовим материал, какие-то заготовки, бумага, например, салфетки, клей, украшения. Доставляем ему домой, и он выходит с нами на связь в определенное время, и мы обучаем ему, как все это делать. Наша целевая аудитория – дети с особыми потребностями, которые сидят дома, которые не могут получить данную услугу, например, в школе, в домах творчества, которые не посещают торговые центры. Также в целевую группу входят мамы, которым для того, чтобы пойти на мастер-класс, нужно с кем-то оставить ребенка. Или, например, они увидели где-то понравившийся сайт, понравившие идеи, им нужно купить материал, то есть доехать до него, потом найти для этого время. Другая группа – пожилые люди. Это люди, которые перенесли инсульт,
и находятся на реабилитации. То есть они прикованы, либо частично прикованы, но тоже не могут выйти, но хотят себя как-то реализовать. Мы предлагаем такие индивидуальные курсы. А также люди, которые проживают в глубинке, у них нет, то есть вблизи никаких таких курсов, но они хотят просто заняться тем, что им интересно. Наши конкуренты преимущества – это удобство. То, что ты находишься дома, тебе приносят весь необходимый материал, который тебе нужен для производства, предположим, тот же самый, такого же самого букета, который ты сам выбираешь. Ты работаешь один на один, это психологический комфорт, с преподавателем и задаешь, не стесняясь, любые вопросы. То есть ты раскрепощаешься, а что очень важно для именно вот целевой категории, которую я представляю. И это, конечно, экономия времени и денег. Ты не тратишь время на поездку по магазину, не выбираешь материал, не знаешь, с кем оставить ребенка. Еще минуту. То есть не буду говорить про то, что параллельно дистанционного образования, какой же. В основном все идет. То есть я как говорю, что это социальный проект, он помогает вот именно таким людям освоить именно то, что интересно, помогает выявить и развить творческий потенциал именно у таких людей, которые сидят дома, и то есть они хотят, но у них нет такой возможности выразить себя как личность. Каналы продаж, естественно, это социальные сети, это сарафанное радио, также сотрудничество со школами, с больницами, с лярками. Какие я предлагаю? Я предлагаю введение дополнительных видов обучения и сотрудничество с творческими мастерствами. То есть, вот, предположим, также я обращаюсь в ОНГОД, предлагаю, чтобы она разработала, например, мастер-класс такой, который мог бы осилить именно вот эта целевая категория. То есть я их соединяю, она выходит с этим ребенком, предположим, и они получают. На цели гранта я хочу приобрести компьютер и хорошую видеокамеру с микрофоном для того, чтобы проводить вот эти мастер-классы. А также на приобретение инструментов, чтобы делать вот эти заготовки, например, на то же самое из бумаги, вырезать образцы, всякие штампы, а также на приобретение материалов, то же самое бумагу, гофрированную, например, бумагу и украшения, которые мы будем использовать при изготовлении обоих поделок. Время. Мы, команда, это люди, которые хотят развиться, а также стоимость мастер-класса я положила минимально только для того, чтобы окупить именно постоянные издержки, для того, чтобы именно вот эта категория могла получить данную услугу. Участие, так как мастер-класс дает им возможность реализовать себя и подготовить для самих себя и своих близких подарки. Спасибо. Вопрос. Сколько будет стоить этот мастер-класс? Я рассчитала, исходя из стоимости мастер-класса, 200 рублей один мастер-класс. То есть я вложила сюда, например, если мог бы человек поехать, то есть поездку туда и обратно. А куда же Час. Вот, чтобы сделать первый букетик из салфетки, не больше получаса. Вот на самом деле у вас высокий социальный проект, идея мне очень нравится. А это очень близко мне, потому что у меня ребенок говорит, и я... Ну, смотрите, у вас не совсем предназначена целевая аудитория. Люди, которые малоподвижны, дети, которые не могут выйти из дома, да. Но если у них желание, вы можете кому-то на день рождения сделать, да? На день рождения, на подарок матери, да. на Новый год, абсолютно. Да. То есть вам нужно проработать, побольше вовлечь в потенциальное участие. Очень много. Может быть, расширить услуги, не только мастер-класс. Может быть, добавить сюда, раз вы выезжаете к людям, которые не могут двигаться, может быть, какую-то сиделку, услуги сиделок тоже привести сюда, как-то, чтобы все вместе было. Связывайте, тогда у вас аудитория расширится. Да? Ну, в общем, подумайте о аудитории. Я также предлагаю к сотрудничеству фирмам, которые
умеют что-то делать, и они хотят поделиться с другими, с тем, что они умеют делать. Например, созвонились, одна хочет научиться шить, но не умеет. Зато умеет другая мама, и они сидят в декрете, и они не могут встретиться, потому что им не оставить ребенка. А другая не знает, какую ткань, например, выбрать. Они, специалист, который разбирается, берет ткань, все, приезжает. А далее у нас своя рекомендация. Вы сейчас сказали про место встречи с мамой мира. Да, если нам необходим какой-то коворкинг, республика недавно передала общественной организации «Красный крест» имущественный комплекс. У них очень много кабинетов, которые его вам выделить. Да, было бы неплохо. Пользование, свяжитесь, да, Красный крест. Потому что если все это в одном месте, это и целевая категория. Да, может пользоваться, да. На никакой кабинетах квадратных 20 вам выделить. Да, как раз этого недостаточно вполне. У вас принципиально все-таки онлайн? Онлайн, в основном онлайн. Для того, чтобы человек я понимаю, мамочки, они, конечно, могут от пожилые страничные возможности. Вот у меня свекровь, она после инсульта, она прошла реабилитацию. Но она может, да. Или вы посадите ее? Нет, она сама, вот именно вот это, она сама встает. Но она хочет ходить, но она стесняется. То есть она привыкла жить здоровым образом жизни, а тут у нее она не может. И стыдно выйти на люди, как бы пройти на эти курсы. Много таких людей, которые просто, например, даже, например, просто пожилые, они боятся доехать, боятся узнать, и тоже люди старой закалки, они не знают, что такое интернет, но если они живут с детьми, и у детей есть компьютер, и они включают. А у вас индивидуально, скажем, или вот индивидуально? 12 часов вы включаетесь? Нет, это индивидуальное занятие с каждым конкретным. Время. Один на один. Спасибо большое. Защита следующего проекта представляется Карповой Людмиле. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые члены жюри, а также слушатели, мамочки. Я представляю вам веб-проект под названием nomnoms.ru. nomnoms.ru – это планировщик питания, с помощью которого можно будет составить сбалансированное меню с возможностью исключения необходимых некоторых из списка продуктов, при этом учитывая физические параметры человека, не теряя пищевой ценности. Меню можно будет составлять как на одного человека, так и на целую семью, учитывая индивидуальные потребности каждого из членов семьи. nomnoms.ru поможет избавиться от однообразности пищи, чему подвержена его основная целевая аудитория. Это в основном люди с болезнями, с проблемами желудочно-кишечного тракта, ожирением, почек, сердечно-сосудистой системы. Также кормящие матери, потому что первые 3 месяца довольно-таки сложные, и нужно соблюдать какую-то диету. Отцы, которые наскоро тонны каши, если не умеют готовить. И люди, конечно, ведущие здоровый образ жизни, интересующиеся правильным питанием. Проблема питания в наше время довольно-таки актуальна, потому что стрессы, быстрые перекусы, сидячий образ жизни, наличие сахара практически во всех продуктах питания, это все не лучшим образом сказывается на нашем организме. И вот вчера я чисто вот среди нас опросила, ну среди нас не только, опросила 50 мамочек на тему, есть ли у них проблемы с желудочно-кишечным трактом. И что оказалось? Оказалось, что 36 человек имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом,
И все интересуются, абсолютно все интересуются правильным питанием. Вот. Основными конкурентами моего веб-продукта являются аналогичные веб-приложения, но как бы аналогичного как такового в принципе нет, потому что я предлагаю не только составление, предоставлять список готовых меню, но и персонализировать и дать мощный инструмент для составления персонального меню. 2 минутки. Так. Ну вот, как и любой другой продукт, планируется разрабатывать поэтапно. Это довольно-таки сложный процесс, потому что разные разработки будут во время минимальных рамках накладываться друг на друга, но основные этапы — это составление дизайна проекта, вот назову просто непосредственно сама разработка, тестирование и продвижение. Но это все условно довольно-таки, они там будут меняться. Вот. Также announce.ru — это ресурс, на котором будет полностью отсутствовать баннерная реклама. Это одна из имиджевых, так сказать, особенностей. Будет нативная реклама, естественная реклама, которая не мешает людям просматривать контент. Вот. Продвижение — это App Store, Google Play, социальные сети, Яндекс.Директ. Ну, хотелось, конечно, муниципальное учреждение, чтобы посетители гастроэнтеролога не уходили просто списком ненужных исключения продуктов. Вот. Инвестиционные затраты я взяла 100 000 рублей, потому что больше не хочу на них закладывать. На них мы купим систему управления сайтами, хостинг внутри года и доменные имена в зоне Руику. И планируется также нанять специалистов по дизайну и диетологов консультации, конечно. Вот. Команда, ну, непосредственно разработкой буду заниматься я, потому что у меня довольно-таки 2009 года довольно большой опыт в разработке веб-интерфейсов, интернет-порталов и интернет-магазинов, включая систему, так сказать, крупный интернет-магазинов. Вот. Ну и по подсчетам как бы, будет предоставляться как бы, некоторые функции, системно открываться за некоторую плату. Время завершаем. Например, составление индивидуального меню будет стоить 100 рублей, я заложила составление меню на семью 200 рублей и нативная реклама. Достаточно. Время вышло. Пожалуйста, Julie, вопросы. Людмила, а можно вопрос на понимание? Да? Например, я захожу в ваш планировщик. Да? Вот он мне что может создать? Оптимально для меня меню, я должна какие-то внести данные. Да, конечно. Рост, вес, активность вашу, тот список продуктов, которые вы не употребляете. Например, вегетарианцы, они не употребляют мясо. Либо гастроэнтеролог, например, советует не кушать какие-то жирные, соленые или еще какие-то продукты, булочные, например, булочные. Вы это выбираете и, исходя на это, выбираете, составляется именно меню. Завтрак, обед, ужин. Но если у меня, например, у меня нет рекомендации от врачей, каких-то особенностей, это будет просто некое стандартное меню здорового питания. Ну, можно будет подобрать, да? Да, именно так. Но это человеческий фактор подбирать? Или все-таки программа какая-то, туда параметры заводишь, и программа... Конечно, это программа, человеческий фактор. Это тут будет, вот именно я закладываю денежки на консультацию диетолога, потому что, естественно, сама я, как не специалист в этой области, не могу тестировать ее, а вот именно тестирование на этапе будет привлечение диетолога. И будут уже его какие-то замечания, скажем, высказаны. И учителя. А это будет у вас портал или это приложение? Это сначала это будет сайт, потом это будет приложение для
для проекта, и потом уже для iPhone. Просто мы не увидели затрат на, так скажем, программистов, на оплату труда. Программистом являюсь я. Функцию определяет сама. Да. Какие проекты вы реализовали? Множество разработок. Ну, вам прям называть? Ну, вот последними годами, сейчас я, конечно, в Пекине, вот последний год я занималась группой, сетью интернет-магазинов taruto.com. Вот, ну, они продают в 123 городах России, как бы по разным направлениям абсолютно. Они сейчас в данный момент открывают еще многие направления. Ну, открывают с помощью моего инструмента, который я для них создавала. Также создавала для них инструмент для менеджеров, чтобы они удобно принимали заказы, какие-то их внутренние системы участия затрагивала. То есть я считаю, что у меня опыт довольно большой. Еще вопросы? Еще немного дискуссии. Завершаем. Спасибо. Второе питание. То есть, если вы программист, делаете... Потому что я мама, потому что я люблю готовить, у меня помимо программирования есть у нас хобби. Вот. Ну и у меня самой есть проблемы, честно говоря, и мне этой программы самой лично для меня не хватает. Я ее, конечно, буду развивать, может быть, не... Рецепты вы будете давать приготовление? Или просто набор продуктов? Нет, все будет точно так же, как я описала, только без такого большого старта, так сказать, и продвижения сильного массы. Ну, этот проект в любом случае будет произведен. Удачи вам. Спасибо большое. Следующий участник Кузьмина Елена. Просим. Здравствуйте, меня зовут Кузьмина Елена, я представляю здесь свой проект. Творческая студия «Лепки». Сфера деятельности услуги дополнительного образования для детей. Ну, на первом этапе я планирую осуществлять деятельность, один вид деятельности – это лепка изделий из полимерной глины. По сравнению с другими видами детского творчества, она обладает рядом преимуществ. Ну, если сравнить, например, с пластилином или соломенным тестом, то полимерную глину можно запечь. И после запекания она уже становится твердой, ее можно в жизни своей использовать или подарить кому-то. Мы планируем делать и кружки, и блинки, заколки, все, ну, все такого подобного. Вот у меня как образец есть самая полимерная глина, чтобы иметь более предметное представление о том, что мы можем делать из нее. У меня двое детей у самой, и когда они посещают кружки, скапливается огромное количество различных поделок из теста, и это все вот отваривается, куча рисунков, и выкинуть их жалко, и вроде бы места для них нет. А у этого материала преимущество в том, что вот, пожалуйста, сделали брелочек, вам прицепили к ключам и носите. Приятно, и можете сказать, что это мой ребенок сделал. Вот, деятельность планируется осуществляться на территории детских садов в качестве дополнительной услуги. Это удобно для родителей, потому что они не тратят дополнительное время на то, чтобы вести своего ребенка в кружок. И это позволяет привлечь большое количество детей, вот, тем, что в целом рассказать, как все проводится. Вот. А на следующем этапе уже, если я уже почувствую, так скажем, силу, то я планирую организовать такую же деятельность вне садиков, проведение мастер-классов, продажи готовых изделий. Вот. Целевая аудитория дети 5-7 лет. Меньше возраста нет смысла, потому что детали очень мелкие, и сложно делать. Хотелось бы, чтобы у нас получился хороший результат. Данный вид детского творчества, он слабо представлен на рынке. Вот, потому что там есть нюансы технические, глина она требует запекания, на это нужно время. Вот, и больше, соответственно, затрат. Если ребенок сделал, допустим, изделие, его нужно запечь, потом только получит в результате. Вот, поэтому не каждый хочет им заниматься, а расположение ее в детском садике дает преимущество привлечением
большого количества детей. Так, ну на рынке это, как сказал, уже недостаточно представлен. Ну, эта студия помогает родителям детей 5-7 лет, посещающих детский садик, развивать мелкую моторику, творческие способности своих детей, не тратя на это дополнительное время. Вот, на первом этапе достаточно будет размещения рекламы в группу детского садика, сарафанном радио и создание сайта. Это уже на перспективу, чтобы потом было проще развиваться. Так, ну, команда это я, планирую сначала сама. Да. Ну, как я планирую, допустим, если я одна это делаю, то взять, допустим, 2 садика, оказание услуги будет проводиться 2 раза в неделю, по 3 группы, и вот исходя из этого я произвела расчет. Одна услуга будет стоить где-то 150 рублей. Одно занятие. Одно занятие, потому что материалы достаточно дорогие. А я все буду предоставлять. А запекать? Запекать я буду не в стенах детского садика, а в другом помещении. Да. Команда это я сама. У меня есть соответствующее образование, есть опыт своего личного творчества в различных областях этой деятельности. Объем первоначальных вложений в открытие стоит 115 тысяч рублей. Его я планирую потратить на приобретение материалов и оборудования. Ну вот, в принципе, все. Сколько времени вы будете уделять в день этому проекту? Значит, дети не маленького возраста, полчаса на одну группу достаточно. Нет, я имею в виду сколько своего личного времени. Значит, в садике получается 1,5 часа в день, 4 раза в неделю, если брать, вот, допустим, по 2 занятия. Ну, 2 садика, 2 раза в неделю занятия у детей. 3 группы, по 3 группы. После тихого часа сразу. Потому что больше количества там не получится, там уже детей начинают садик себе забирать. То есть это какой-то дополнительный доход, да? Да, это пока будет дополнительный доход, а в дальнейшем я предусмотрела, что будем развиваться. Елена, вы уже с садиками пробовали вести переговоры? Я начала прощупывать почву. У меня поступило предложение уже из одного садика, но я побоялась из-за того, что у меня отсутствует знания в области бизнеса, пойдет это, не пойдет, поэтому я здесь. И я думаю, что мне это поможет. Спасибо. Скажите, а вот вы не спрашивали сейчас мамочек, вот 150 рублей на одно занятие, это приемлемая сумма? Ну, мой собственный ребенок посещает детский сад, ориентировочно от 100 рублей, по-моему, тоже такие самые. В зависимости от вида деятельности. Вот, допустим, в прошлом году изделие из соленого теста 85 рублей занятие было. Но здесь, я говорю, здесь получается расходные материалы. Лепка из соленого теста, это там мука, соль, вода и все. А здесь, допустим, набор с полимерной глины, он от 350 рублей стоит. И да, кроме этого еще дополнительно. Но вот меня лично это привлекло чем? Вот я говорю, накапливается дома огромное количество вот этого всего, что жалко выкинуть. Эти детали не отваливаются, где-то везде валяется. А здесь вот мне очень самое понравилось, мы делали подарки там дедушкам, бабушкам, там, допустим, на какие-то праздники. А запекать вы будете где? Пока в домашних условиях, потому что там при запекании, ну это тоже, так сказать, не очень полезно для здоровья, так скажем. Работа с глиной я специально интересовалась, потому что это же все-таки маленькие дети, не вредные для здоровья. И как бы с 2017 года там поменяются другие материалы, безопасные для детей. Но сам процесс запекания должен происходить не в садике. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо большое. Спасибо за внимание. Дорогие участницы, уважаемые члены жюри, у нас время 12 часов. Я всем предлагаю прерваться на полчасика и пройти на кофе-брейк. Сейчас выходим в коридор и налево уходим. Спасибо.
Да, сейчас. Это просто презентация. Это книги вообще все. Смотрите как. Там браузер. 260 это сейчас. Слушайте, Максим, а нельзя сделать так, чтобы и это было видно, и презентации выступающих? Мы не сможем так сделать. Я не вижу там как. Может быть, подвинуть трибуну. Можно еще трибуну подвинуть. Посмотрим, как будет здесь смотреться. Как? Да, вот так. Вот у меня пока я. Чуть-чуть.
больше не выступающих. Сейчас мне даже надо написать, что приведут. Ну, ладно, плюс 30. Хорошо.
Самый сложный суд проект, по-моему. Так, время у нас подошло. У нас сейчас вторая часть пойдет, второй поток. Представляю слово для защиты проекта Ливановна Наталья, пожалуйста. Добрый день, уважаемая экспертная комиссия, члены жюри, гости, коллеги, присутствующие в этом зале. Меня зовут Наталья Ливанова, мне 29 лет. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию мой бизнес-проект по открытию клинингового бизнеса «Клининг 21». Клининг 21 представляет компания, которая специализируется на предоставлении качественных клининговых услуг, предполагает использование с помощью профессионалов для проведения услуг по уборке помещений, офисов и прилегающей территории, торговые площади, коттеджи, офисные помещения, квартиры. Комплекс услуг
Секундочку, сейчас. Целевая аудитория – это у нас физические лица и юридические лица. Физические лица в основном с доходом от 30 тысяч рублей, юридические лица для поддержания ежедневной чистоты помещения в офисах. Объекты работы – это офисы, сказали, коттеджи, квартиры. Комплекс услуг, клининговые службы, услуги 21 следует формировать исходя из целевой аудитории и спроса на определенные виды услуг. Это ежедневная уборка, послестроительная уборка, уборка прилегающей территории, химчистка мягкой мебели и ковров, генеральная уборка, мойка окон и фасадов, услуги по закупке бытовой химии, уборка перед выпиской из роддома, после мероприятия уборка и аутсорсинг. Преимуществами этого бизнеса следует отметить востребованность этих услуг, так как все мы люди, все мы хотим жить в чистоте и комфорте. Поэтому преимущества очень обширные. Это востребованность данного вида услуг однозначно, относительно низкий уровень конкуренции, низкий порог для входа в бизнес, для вхождения на рынок. Преобладание корпоративного сегмента позволяет заключать долгосрочные договора и обеспечить персонал работой, что в дальнейшем и стабильный доход. Основные конкуренты в городе Чебоксары – это у нас Универ, Гарклиник, Чистый дом, Азбука чистоты, Центр чистоты. Представляю небольшой свод-анализ, чтобы оценить положительные и отрицательные стороны. Сильные стороны этого бизнеса – это договорные обязательства, профессионально обученный персонал, конкурентоспособные цены, что немаловажно, создание фирменного стиля и экологичная уборка. Это очень важно сейчас, так как многие у нас все-таки, можно сказать, помешаны на экологичной уборке. Возможности во внешней среде – это улучшение средств, увеличение рентабельности, большой охват территории, внедрение информации в СМИ, расширение персонала. Слабые стороны – это мы только что вышли на рынок. Наша компания не имеет полного оборудования для уборки и небольшая клиентская база на данном моменте. Наличие конкурентов у нас все-таки они есть, не будем этого отрицать. И переманивание сотрудников другими компаниями – это тоже отрицательный фактор. Маркетинговые мероприятия планируем создание своего логотипа, визиток, буклетов, бланки для записи, маечки и календари, создание своего сайта для расширения, реклама, интернет, радио, транспорт, реклама на досках и объявления в подъездах, ну, конечно, сарафанное радио, куда без этого. Привела небольшие цифры, это инвестиционные затраты, на что я планирую потратить грант, так как мы здесь не просто так, хотим все развить свое дело, свой бизнес. Грант мне необходимо на закупку оборудования. Это оборудование для уборки, это пылесос, фены для сушки, инвентарь и химические средства. Это средства гранта. Ну и свои средства планирую потратить на обустройство офиса, маркетинг и прочие расходы, ну, регистрация бизнеса. Инвестиционные затраты у меня 140 тысяч рублей. Окупаемость инвестиций по этому проекту составляет 5 месяцев. Рентабельность 35%. На сегодняшний день у нас партнеры, то есть не все просто так на словах, мы работаем. Договорные отношения с ООО «Малина», Финпродукты, Галисуть, ПТМ, упаковка для бизнеса. Наш залог успеха – это квалифицированный персонал, потому что в клининговой службе все понимаем, что это немножко низкий уровень в плане персонала. Это хоть и персонал с образованием, но все-таки требует обучения, требует внимания. Поэтому
персонал для нас очень ценен. Нужно ценить своего работника. Время. Опыт управления проектом в сопоставимом объеме составляет более года. Уже занимаемся этим, но открывали бизнес непосредственно под определенного клиента на данном этапе. Хотим расширяться и переходить на частный сектор. Целевое назначение в планах организации клининговой компании предполагается снять офис, нанять персонал, привести оборудование и инвентарь, моющие средства и провести рекламу для увеличения нашей клиентской базы. Риски есть всегда, но мы уверены в своих силах. Большой опыт работы в данной сфере услуг. Есть инструмент, разработанный продуманные действия по набору клиентской базы. Данный услуг набирает обороты. Спасибо за внимание. Прошу прощения, может, что-то упустила, не углубилась в цифры, но у нас очень ограничено время. Спасибо большое. Жюри, пожалуйста, вопрос. Спасибо большое за презентацию. А можете сформулировать буквально одно предложение, почему мы должны выбрать именно вашу компанию? Потому что все мы люди, все мы живем, и нам необходимо содержать все вокруг. Это, конечно же, дома, на работе, везде, чистоту и порядок. Мы же не можем с вами находиться, где не убранные помещения. Для нас это важно, и из этого исходит и залог нашего с вами здоровья, экономия нашего с вами времени. Поэтому здесь очень много факторов, можно об этом много говорить и обсуждать, что это все-таки важно для каждого человека. Поэтому есть такая жилка, что здесь еще и экологичная уборка. Все мы с вами понимаем, что если будет в помещении убираться химикатами, такими, которые потом испарения дают вред нашему с вами здоровью, то это не есть положительный плюс. И еще один момент. Персонал у меня задействован не весь рабочий день. То есть здесь могут и быть как подработка, и дополнительный доход. То есть предоставляю людям возможность еще и заработать, увеличивать свои доходы. То есть человек может работать на основной работе, но также получать дополнительный доход. Это со стороны дохода. Да? Но главная цель, главное создание проекта — это все-таки поддержание чистоты и предоставление комфорта окружающим. То есть, в отличие от ваших конкурентов, для клиента ключевым будет то, что у вас экологичная уборка. Это экологичная уборка, это комфорт, это есть программы такие, как предоставление услуг, предоставление персонала в аренду. Вот, то есть, если вам необходим человек, а вы не хотите пускать просто компанию, вы можете при своем присутствии арендовать человека, и он будет, вы занимаетесь своими делами, человек будет заниматься уборкой. То есть такое тоже сейчас очень актуально. А далее все-таки конкуренция очень высокая на этом рынке. Вот такая маленькая рекомендация. В городах мегаполис уже клининговые компании начали представлять достаточно разные многофункциональные услуги. То есть помимо клининга, к примеру, это какие-то технические работы. Да? То есть все мы понимаем, что есть условно объекты бытовые, как квартиры. Когда, допустим, проживает либо мужчина, либо женщина, которые не имеют возможности, условно, не могут сами повесить картину, отремонтировать там душ, да, протекает, да, условно. И здесь, мне кажется, надо более широкий спектр, то есть это клининг плюс какие-то... Мастерная часть. Что? Мастерная часть. Ну, условно, есть даже комплекс. Это можно все вместе использовать. Но пока я очень рада с таким предложением, пока мы работаем над определенным клиентом. То есть организация у нас работает над определенным клиентом. Но такие предложения и очень актуально в переходе вот сейчас, когда мы планируем перейти на частный сектор. А вы с юридическим лицом, да, сейчас работаете? Нет. Организация, с которой мы работаем, это юридическое лицо, довольно-таки широкое сектор. А как вы обеспечиваете порядочность своих сотрудников, если они, они же убираются там, где все лежит? Гарантии какие? Да, гарантии какие? Порядочность. Проверка. Да. Все-таки у нас сейчас довольно серьезная организация, и все наши сотрудники проводят проверку безопасности
и обучение, соответственно, персонала. То есть все под камерой. Сколько у вас сотрудников? Сейчас я... Сейчас я работаю с организацией более 100 сотрудников. Нет, вас сотрудников. Лично в моей команде это 5 человек. Время. Спасибо большое. Слово представляется Левченко Юлия, пожалуйста. Добрый день. Рада представить вам проект «Бизнес-центр детей и подростков Древо познаний». Это онлайн и офлайн площадки для развития и изучения IT-технологий, профориентации, финансовой грамотности, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, также прививания бизнес-качеств и подготовки бизнес-проектов. Моя целевая аудитория – это родители, желающие гармоничного развития для своих детей. Конкурентные преимущества лично данного центра состоят в том, что он будет предоставлять офлайн и онлайн обучение, актуальные трендовые знания. Давать у нас будут высококвалифицированные специалисты, как региональные, так и, возможно, и федерального уровня, живые интерактивные занятия, индивидуальный подход к каждому ребенку, мастер-классы, бизнес-игры, квесты, стратегии, с учетом, что направлены все-таки на детей и просто лекции будут неинтересны. Также в рамках данного бизнес-центра планируется проведение бизнес-лагеря, бизнес-каникул. То есть во время каникул школьных ребенок сможет проводить их с пользой. Сами бизнес-каникулы будут включать в себя уже непосредственно общение с бизнес-окружением, с предпринимателями, уже действующими, процветающими, так скажем, выезды на предприятия. Пробное занятие будет бесплатно, для того, чтобы привлекать людей, и в среднем академический час составит 200 рублей, что является конкурентоспособной ценой на нынешнем рынке. Как таковых прямых конкурентов в данном бизнес-центре на данный момент в Чувашской республике нет. Косвенные конкуренты – это все учреждения дополнительного образования. Ежемесячные расходы на дошкольное дополнительное образование, например, в нашем регионе тратится примерно от 3 до 5-6 тысяч рублей. На данный момент по статистике 60 тысяч детей занимаются на каких-то дополнительных кружках и секциях. Мы основное направление будем также включать онлайн-образование. Сейчас у него очень большой потенциал. Такие мастодонты, как Mail Group, Kiwi, Северсталь, они направляют уже свои инвестиции в онлайн-образование. Соответственно, мы тоже это направление будем развивать, потому что к 2023 году планируется достаточно неплохой прирост и переход с офлайн-образования на онлайн. Наша маркетинговая стратегия состоит в том, чтобы создать приложение для развития детей как офлайн, так и онлайн. Но это далеко идущий план у нас, конечно. Использование технологий виртуальной реальности для обучения детей. Продвигать свои услуги мы будем через социальные сети, СМИ, сарафанное радио, безусловно, и холодные звонки. Я как менеджер по активной продаже могу сказать, что этим можно воспользоваться. Если вы до сих пор думаете, для чего же нужен этот центр, могу сказать, что самый молодой предприниматель, сейчас ему 7 лет, в Чувашской республике зарегистрировано порядка 25 тысяч предпринимателей, порядка 1000 из них возраст их не превышает 20 лет. Соответственно, предпринимательство молодеет, и эта тема актуальна. Окупаемость данного проекта, я рассчитываю на грант, который я вложу в рекламу данного проекта, и в создание сайта составит 2 месяца. Рентабельность порядка 44%. Есть ли у меня опыт создания подобных проектов? Да, он есть. Ранее я была руководителем проекта школы законодательной техники.
На базе данного проекта участники данного проекта смогли попробовать свои силы уже в всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Данный проект был реализован при помощи молодежного правительства и приемника депутата Государственной Думы Косачева. Нынешний проект, я надеюсь, реализовать тоже при помощи молодежного правительства и диджитал-агентства White Rocket, которые готовы предоставить мне спикеров и развивать данную тему, потому что она актуальна. И что я могу сказать? Самое лучшее наследство, которое мы можем оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать свое будущее, свой путь. Дети – это наше будущее. Если мы сейчас направим их в нужное русло, то в дальнейшем мы получим пользу как для себя самих, так и для региона в целом. Время. Вопрос, да. Площадка у вас сегодня где существуете, где вы проводите? Вообще пока такого помещения у нас нет, потому что потребности на данный момент в принципе нет. Но я узнала, что в республиканском бизнес-инкубаторе мы можем по льготным тарифам снимать помещение. Ну, кроме того, так как вы с детьми работать предполагаете, Академия искусств на Северо-Западном, там, где технические направления развиваются, и, в общем-то, я думаю, что у вас не было еще общения с Академией, они тоже по льготным условиям ищут таких преподавателей. Кстати, команда, какая у вас компетенция вашей команды преподавателей? Ну, у нас очень высококвалифицированные надо специалисты. обязательно показывать, потому что в такой области здесь доверие Это всегда безусловно. вызывают все-таки педагоги, кто у вас. У нас, Вы понятно, с опытом. Ну вот как раз я вам указала агентство Digital, которое со мной будет непосредственно работать. Это лучшие спикеры как бизнес-направлений маркетинга, также у нас психологи, которые ранее проводили вот указанный проект, который я озвучивала, это, например, Олег Ефимов, он достаточно компетентен в плане психологии и работы с детьми, и не только подростками, и взрослыми. По-любому вам без живого общения не обойтись. Я понимаю виртуальное пространство, поэтому площадка физически нужна. Физически. В дальнейшем площадка, она, безусловно, будет. То сейчас предполагается онлайн, да? Частично онлайн, бизнес-каникулы, они будут офлайн, соответственно, обучение. В принципе, проблем с арендуемой площадью нет. У нас бизнес-центров очень много. У нас при поддержке администрации, учреждений, так скажем, площадь найти можно. Нам же не принципиально каждый день в одной и той же, там, не знаю, конференц-зале встречаться. Дети, они любят что-то подвижное, интересное, актуальное. Ну, тогда приложение даже на смартфонах. Да, это у нас в планах тоже есть. В принципе, родители, чтобы У кого еще вопросы, если не остаются? На что вы планируете потратить средства гранта? Средства гранта я планирую потратить на рекламу, создание сайта. Какие, какую рекламу, какой маркетинг? В частности, это основное, что это будет. Это сайт, он должен быть продающий. Вот весь мотив, в принципе, гранта идет на это. Ну, возможно, какие-то баннерные рекламы просто в соцсетях. Я знаю, что не хватит, но этот грант, если я его получу, это ваш вклад, так скажем, в открытие огромного такого регионального проекта, в принципе, возможно, и федерального в дальнейшем. Отлично. А у вас есть уже вот эти вот курсы? Да, у нас занятия делятся на определенные модули, те же, ну, план того, что будет делать ребенок. Это ваш уникальный продукт или вы где-то это берете? В Чувашской республике данного продукта нет. Это ваша разработка? Да, да. В частности, модули, те же, по которым дети будут обучаться, как они будут проводить свое время, они тоже уникальны. Если даже в регионах, в других городах есть такие бизнес-школы, что очень мало, то, в принципе, различия все равно есть по модулям и обучению. Спасибо большое. Левченко Юлия. А мы продолжаем дальше. Следующий у нас Леонтьева Галина, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вашему вниманию хочу представить школу для развития науки детей возраста от 3 до 12 лет. Я сама являюсь матерью 3 детей, и для меня вот эта услуга очень востребована. Но на моей улице, где я проживаю, на Киверской, нет даже близко таких центров. И так получилось, что оба моих детей даже нуждаются в ортопедических услугах, которые будут именно в этом центре. По проекту нужно будет мне найти офисное помещение. В моем же районе, предполагаю, в моем же районе найти. От 30 квадратных метров. Там будут 2 кабинета. Первый кабинет будет для психолога и логопеда. Они будут как бы так сорганизованы графиком, чтобы они совмещались. Ой, наоборот, не пересекались друг друга. Вот. А второй кабинет будет небольшой, а второй кабинет будет для занятий с учениками. Вот, предположительно, вот так он будет выглядеть. Среди услуг будет, ну, я предполагаю, побольше, там больше 10 предметов всяких включить. Тут выделила 4 главных: английский, география, арифметика, подготовка в школе. Еще хочу услугу операторского искусства включить туда же, потому что считаю, что прямо уже с детства нужно детей развивать этому искусству, так как сама вот стою, волнуюсь. Поэтому думаю, если у них не будет такого навыка выступать в сцене там, в дальнейшем, наверное, даже не смогут проект защитить какой-нибудь хороший. Так, конкурентное преимущество: я делаю ставку на сервис, обязательно будут все преподаватели молодыми у меня, но с опытом работы с соответственно детьми. Так, преподаватели иностранных языков. Ну, я так предполагаю, наверное, один преподаватель английского, а второй уже будет дошкольными детьми работать по основным предметам. Так, логопед обязательно, живой уголок для детей. Так. Услуги, те, которые я представляю, это очень востребованы. Ну, я с родителями там общаюсь, садики в школе, спрашиваю, пошли бы, пошли, по какой цене там. Я предлагаю за один урок математики там сделать рублей 200. Вот так, нормально будет по цене. Логопеды сейчас в данное время за полчаса берут 400 рублей. Не все могут себе позволить. А востребованность в этом очень большая. Вот. Так. Вот график работы. Школа будет с 10 до 28 часов, 7 дней в неделю. Уроки длятся по часу, примерно, там 10 минут на отдых среди дней. Общая стоимость оборудования на открытии такой школы, по моим подсчетам, составляет 180 400 рублей. Предполагается приобретать оборудование за счет средств 82 200 рублей, за счет инвестора 98 200 рублей. Окупаемость инвестиций по проекту составит 2 месяца. Через 2 месяца, получается, я уже выхожу в прибыль. В расчет бралось 184 академических часа по урокам, которые будут преподаваться. И группа у нас будет до 8 человек. Но я для расчета взяла 5 человек, если вдруг группа не полностью будет набираться. Чтобы вот посчитала 5 человек за каждый курс, который он будет посещать. Вот на что будет потрачено. Эти средства я уже частично уже что-то купила, там принтер, там ноутбук, компьютер, вот это вот все. Что-то я еще куплю. А все остальное, вот столы, стулья, не сильно, кредит, правда, не хочется. Вот, онлайн-кассу покупку, учебник пособие тоже хочется взять для английского языка. Оксфордские учебники, они приблизительно 2000 каждый учебник стоит. Вот, в штате будет 4 персонала у меня, ой, 5. Логопед, психотерапевт, 2 преподавателя, которые будут как-то совмещаться кто-то днем, кто-то
ночью, там договоримся по графику. И менеджер по продаже. Я обязательно хочу менеджера по продажам, чтобы он продвигал услуги, искал клиентуру, чтобы не ходить в убыточность. Вот, траты где-то 27 тысяч в месяц получается. Вот, по графику видно, что первый месяц я так планирую быстро-быстро за один месяц уже все вложить, и уже второй месяц уже пойдет на прибыль. Зарплата персонала это не окончательная, там еще какой-нибудь процент от продаж будет, чтобы был стимул для работы. Заканчиваем. Полностью все инвестиции уже на 4-й месяц выкупаем. Это требования персонала. Спасибо большое, что есть на вопрос. Вопрос, кстати, с предыдущим проектом. Вы в курсе, что это лицензируемая деятельность дополнительного образования? Да. И это, об этом тоже надо как-то тоже преподносить. Каким образом хотите лицензируемой деятельностью заниматься? Там нужно, просто то, что написали, там есть свои требования, имеется в виду, вот, чтобы вы там отдельно не фантазировали, как бы вы хотели видеть. Понятно, что там помещение, каких-то педагогов, но это все нужно через эту призму, через лицензированную деятельность. Ну, сейчас вот детские центры открываются без лицензии, они представляют как дневной присмотр за уходом за детьми, а потом уже, наверное, как запустимся, уже будем подавать на лицензию. Это хочется все официально делать? Нет, естественно, вам просто детей просто так никто не доверит. Это риск. Не имеете права это сделать. Можно я добавлю по поводу лицензирования? Да. Я тоже советовалась с юристом по поводу этого вопроса, но у меня же смежный немножко. Он сказал, что мы можем оказывать услуги по договору оказания услуг. Соответственно, если мы будем прописывать, что у нас консультационные, информационные услуги, то мы не будем обязаны оформлять лицензию. Я понял, здесь конкретно прям доп. Образование написано. Понимаете? А доп. Образование это совершенно... Если вы назовите по-другому. Вы предполагаете нанять штат педагога и открыться как школа, это получится у вас так, то вам лицензия по-любому нужна. Мы в свое время давали гранты на создание центров детского времяпрепровождения. До 4 часов дети могут, там, если нет образовательной деятельности, хоть 8 часов они там могут быть. Но если есть какая-то образовательная деятельность, тогда лицензия нужна. Поэтому я так понимаю этот проект. Она организует место, где она будет собирать детей, ранжировать их по надобности, кто английский, кто французский, кто какой, и будет приглашать педагогов на соответствующее время и на проведение занятий. Так? Вы же пишете, что у вас они будут в штате педагоги с зарплатой 12 тысяч. Очень, кстати, обижается. Вот. Ну, это вот я Поэтому, начало вашего проекта – это организация вот этих услуг по предоставлению услуг дополнительного образования. В штате вы их держать не можете. В дальнейшем, если вы откроете уже этот центр, вам нужно будет нанять штат и уже получить лицензию. Галина, стоит такая рекомендация пересмотреть расчеты, потому что у вас многие расходы занижены существенно. Цифры будут абсолютно другие, и на зарплату правильно подметить на 12 тысяч рублей никого не надеюсь. Из компетентных лиц это просто априори невозможно. Даже не тратя срок. Чтобы сидели у вас если вы будете приглашать на этот час, они могут быть. Я занизила зарплату, но чтобы быстрее выйти на прибыль, чтобы потом уже не уедете в Нет, это нереально. Начало вам нужно. Мне вот не совсем понятны компетенции ваши в этом проекте, потому что мешает, условно говоря, преподавателям предоставлять эти услуги напрямую. Когда будет собирать аудиторию, групповые занятия до 8 человек. Групповые занятия до 8 человек. Вот они соберут группу, и будет приглашать и педагогов. Ну, то есть в чем как бы изюм этого бизнеса? Сокращение издержек для конечного потребителя. Да. Ну, во-первых, это цена низкая, дополнительное образование 200 рублей. Сейчас даже на дому ходят по 300 рублей преподаватели частные, которые занимаются. А в других центрах они даже 300-400 рублей за одно занятие.
цены поднимаются на английском, поэтому вот я хочу, чтобы более, да, большого круга. Ну, то есть индивидуальные услуги стоят 400 рублей, если это в группе, то это будет по 200. Других групп тоже 300-400 рублей. Других центров. Сказал, что это накладные расходы, ваша зарплата, соответственно, приглашенным экспертам на аренду, не съедет все ваше приехание, обязательно прощение. Уважаемые жюри, давайте завершать у нас время. Спасибо большое. Следующий выступающий Лисякова Наталья, пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Лисякова Наталья. Я представляю проект производства одежды для беременных и кормящих мам. Называется «Соло Мама». Почему «Соло Мама»? Душевная мама. Значит, информация, как я сказала, уже, что это производство одежды для беременных и кормящих мам и для тех женщин, которые находятся в активной жизненной позиции. Почему? Потому что именно женщины, которые занимают активную жизненную позицию, они более чаще занимаются такими вещами, как бизнесом, какими-то социальными проектами, разными видами деятельности. И при этом еще есть маленькие дети, которые несколько бывает, когда ограничивают их в передвижении. Для этого я хочу как раз и с помощью одежды для кормящих мам решить вопрос с передвижением, с мобильностью. То есть не оставлять детей дома, а брать с собой. То есть на фотографии представлена одежда, один костюмчик со скрытыми молниями, такой вот платьишко офисного стиля тоже со скрытыми молниями. Далее, моя целевая аудитория – это женщина от 20 до 35 лет, соответственно, беременные, кормящие мамы, активные в декрете женщины, путешествующие женщины, либо работающие. Да? Конкурентные преимущества – это клиентоориентированность, соответственно, качество использованных материалов, ассортимент будет разный. То есть это футболочки, платья, обязательно платья на выход, домашние платья, костюмчики. Дальше тоже конкурентные преимущества – это качество пошива. Я сама всегда за качество пошива. Обязательно, чтобы каждая строчка была идеальна. Для меня вот это очень важно. Далее доставка планируется в пределах города в течение дня товара, и также в случае, если приобретение товара, доставка будет бесплатной. Далее объем рынка. Сейчас, на данный момент, я ориентируюсь на Чувашскую республику. Определить сейчас, в данный момент, несколько сложно, потому что есть такие вот конкуренты, как одежда для будущих мам, вот это магазины. Это все магазины, они не занимаются производством, и в данный момент они вот занимают такую вот долю рынка. Прогноз роста рынка на себя я прогнозирую 50%. То есть 50% это рынок Чувашской республики. Канал продаж это соцсети, Инстаграм, интернет-магазин, оптовые покупатели это в будущем. И такие магазины, как шоурум, и, возможно, в будущем еще международный рынок для движения. Мероприятия, это значит контекстная реклама, Яндекс.Директ, таргетинг и система лояльности, то есть скидки. Дальше запрашиваем объем финансирования. Мне требуется 115 тысяч в данный момент. Производство начинается на год получается производство, я буду производить сама первые 2 месяца, потом планирую переходить уже расширяться. То есть мне нужно приобрести швейную машинку, парк-генератор с утюгом, электрократон, швейный стол и оверлок. Это вот самое основное пример затраты. Перед окупанием проекта 3 месяца составляет. В принципе, все. Я завершила. Спасибо за внимание. Скажите, а дизайнер вы будете? Да, дизайнер буду я, потому что у меня есть свое определенное видение. Я более за классическое образование, за классический стиль. Да, я в прошлом году прошла обучение в одной фирме.
Далее я получила еще образование проходила курсы «Кровь лишить яблоку», да. Но я шью уже давно, как вы знаете, до советских времен всех этих детей учили нас в школе шить, поэтому у меня любовь к этому осталась, и я хочу вот как бы реализоваться в этом. А сколько вы планируете в месяц делать изделий? Изделий. Сама я планирую 60 изделий. Я рассчитала на 8 часов. На каждое изделие в среднем уходит где-то 3 часа. Если шить футболочки это еще быстрее, это уходит буквально час, там недолго. Футболочки сколько вы заработаете? Но футболочку в среднем, если по цене ставить 800 рублей, да, и стоимость футболочки, скорее всего, выйдет где-то на 150. Нету таблицы. Я считала... нитки и прочее, это где? Это себестоимость на где затраты. Но это разовые. Это разовые, да. Вот здесь примеры работы. Смотрите. Это проект. Я вам... Вот. То есть это костюмчик. Да, можно его использовать, например, на выход, погулять. Не только около дома, но поэтому, сходить в гости кому-то, да, вы тоже не ограничены, потому что сейчас большинство мам, они ограничены, они гуляют вокруг дома. Мне это не совсем нравится, потому что, то есть мы можем передвигаться. Я еще не видела такую картину, как мама под кофту ребенка засовывает и им кормят. Это тоже нехорошо. Я так переживала, что ребенка вообще дышит ко мне. Я хочу, чтобы у нас Чебоксары были... Ваша ответственность состоит в том, чтобы взять любую сделать там узкий, и получится одежда для кормящих мам. На самом деле, таких отделов у нас есть в Чебоксарах. Да, я поняла. Ваше преимущество будет в ценообразовании. То есть, если у вас цены будут там, в разы я очень рада, то вы, может быть, найдете выход в реализации своей продукции. Вот. Но вы слишком сами для себя сузили объем, может быть, это ваш будет форма, но вообще я вам рекомендую не отказываться от простого пошива, потому что одежда для кормящих мам это очень узкий сегмент рынка, и 3 часа на одну одежду, это если только вы возьмете платье, переделайте его, тут молнии ставите при соответствующем покрое. Вот мне, например, здесь молнии нельзя поставить. То есть вы будете брать одежду, которая будет вот здесь вот со швами, да? Шить одежду, вот футболка. В чем фишка футболки для кормящих мам? Те же самые прорези. Или глубокое декольте, да? Глубокое декольте. Или короткое, потому что это не совсем эстетично, если находится на улице. А в чем она фишка футболки? Футболки также есть скрытые молнии, либо запас. Да, запахивают, да, специально. Потому что можно покормить на улице, не оголяя грудную клетку, не оголяя свою грудь, аккуратно покормить ребенка. Я надеюсь, что это будет определенный сегмент вашего пошива. Потому что на них когда тебя тут вы шьете как шить. То есть это будет у вас, другими словами, индивидуальный пошив общий, а это ваш будет платно. В том числе это ваша будет реклама. Я реализовала как раз рынок по одежде для кормящих мам. В Москве очень пользуется популярностью. У нас в Чебоксарах пока не пользуется, потому что надо на собственном примере, на личном примере показать, как это круто, как это удобно, как это не ограничивает тебя в каких-то действиях, движениях, и ты остаешься мобильный. Извините, но в Чувашии надо показать на собственном примере только. Я хочу проехать. Наталья, извините, я по команду не очень слышала. Вы одна или собираетесь быть одна? Я начинаю, да, одна, потому что у меня есть опыт, я в течение года шила, то есть у меня платье, вот эти как раз я платье шила в классической стиле, использую потайные молнии, да, то есть я добилась качества сшивания этого молнии, настолько, что у меня все идеально. У меня даже подружка заказывает платье, я вот не шью. Я люблю классический стиль, вот я показала платье, я хочу наподобие пришить. Что чего? Все красиво, аккуратно. И по поводу ценообразования я тоже анализировала рынок в Чувашии. Действительно, не поставишь цену, как в Москве. В Москве там 4,5 за такой костюмчик ставить цену, а в Чебоксарах больше 2,5 я не смогу поставить, потому что перевести я понимаю, что не смогу.
Но даже устанавливаем магазины есть, да. Я планирую собственное производство. Еще я разговаривала с такими мамочками, потому что я сама недавно родила тоже. И они говорят, что в магазинах представлены не совсем качественные, не совсем красивые варианты одежды. Спасибо большое. Следующая участница на очереди у нас Никитина Екатерина. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Никитина Екатерина Алексеевна, мне 28 лет. Я вам представляю компанию, которую я хочу создать под названием «Вокруг свет». Это мастерская по изготовлению люстр ручной работы. Почему я решила именно люстру ручной работы? В последнее время мы сами уже обратили внимание, что стало актуально сильно оформлять наш интерьер дома. И сейчас каждый элемент в доме несет свою эстетическую функцию. С этим возникло желание создавать красоту вокруг себя, и я остановилась на люстрах. Коротко хотела сказать, люстры будут изготавливаться из такого материала, как латунь и бронза, покрываться патиной. Плафоны мы планируем делать тканевые, на каркас одевать сами, либо покупать, если клиент хочет обычные плафоны, то покупать как комплектующие в магазине. Почему ручные? Потому что это будет уникальный продукт. Уникальность будет заключаться в том, что каждый клиент сможет подобрать себе такую люстру, которая ему нужна, чтобы она ему вписалась в интерьер. Это может быть работа на заказ. Если он разберет себе под интерьер люстру, то она будет дополнять его интерьер, будет продолжением стиля в квартире. И у нас будут разные направления стилей. Это викторианские, которые в основном будут пользоваться для частных домов. Модерн, лофт, классические и художественные все. По Чувашской республике специалистов, которые изготавливают люстры ручной работы, нету. Ну, по крайней мере, мы их не знаем. Возможно, это теневые какие-то производители. Если взять по России, то, естественно, конкурентом являются магазины, которые продают готовые люстры, потому что сейчас они тоже продвигаются вперед, они работают с дизайнерами, продают уже красивые модели. Есть ручные работы по России, но это занимает примерно 15% рынка. И я думаю, что мы вполне можем войти в этот рынок и занять там свою нишу. У вас есть практика? Нет. Образцов нет, потому что я все это планирую. Но мы как бы создавали так для себя для дома, но это не было еще такой целью выйти на рынок. Так, особое внимание будет уделяться качеству товара, а не количеству. То есть у нас будет ориентация сегмент средний плюс, что будет подразумевать более высокую цену. Из маркетинговых мероприятий я планирую больше уделить внимание на соцсети. Там реклама активная, позиционирование себя. Вот там как раз будут вкладывать образцы люстр. Партнерские каналы налаживать, сотрудничество с дизайнерами. Также для привлечения клиентов еще использовать услуги реставрационные. И участие на ярмарке мастеров. Там можно себя зарекомендовать, там как раз любители ручных работ. Вот по финансовым показателям это то, что я могу сейчас на данный момент уже делать, в принципе. Я сюда заложила совсем небольшой фонд оплаты труда, совсем небольшой расход на рекламу. За счет этого, если изготавливать 10 люстр в месяц, примерно стоимостью 10 тысяч рублей, но это примерно потому, что у нас все люстры будут разные. Себестоимость люстры 2700 выходит, остальное все обычно идет, закладывается за ручной труд. В принципе, у нас чистая прибыль за месяц 31 тысяча.
рентабельным проект является. Вот если я получу грант 100 тысяч рублей, я планирую выйти на чистую прибыль 121 тысяча рублей. Здесь уже повышается оплата труда, реклама намного возрастает, потому что нам нужно же продать все эти люди. И аренда помещения здесь меняется. Нам нужно уже будет более большое помещение. В команду мне необходимо будет 2 специалистов, которые будут разбираться в обработке металла, базовые знания электрики, литье художественное. К примеру, подходят мне студенты и выпускники Машфака ЧГУ. Вот мои предложения. Для того, чтобы мне получить прибыль до 121 тысячи увеличить, мне необходимо увеличить объем производимой продукции. А для того, чтобы увеличить объем, мне необходим станок в ЧГУ, потому что у нас вся работа уходит на создание модели, а потом еще эту модель нужно самим вручную воплотить. Если станок сам будет заниматься вырезкой модели, то у нас все это будет быстрее происходить, темп просто увеличится, темп работы увеличится. И, естественно, много инструментов еще 30 тысяч. Спасибо большое. Вопросы? Трудно, конечно, оценить проект, если не видишь его изделия. Ну, я так понимаю, вы прямо металл, не планируем. Они как взял провожал верхнюю часть, там полностью ручная работа, покупали металл листа, металл трубка. Все это будет гнуться. Именно производство, работа вот над люстрой, непосредственно ну, мы посмотрели, мы можем найти от 70 тысяч. Да. Я вам хочу сказать, что у нас созданы объекты инновационной инфраструктуры, это спиртики, которые находятся на Машфаке. Там есть у нас вот эти вот все станки. Они есть, но они... Вы загрузите свои работы, все правильно, зачем? Вы еще даже не знаете, как это будет, вам же станок там. Эти станки существуют на чьих-то станках работают. Если уж у вас такой объем появится у вас, ну потом... Ну это если появится объем. Да. Я не говорю, что я сейчас сразу хочу купить, мы, естественно, выйдем на рынок с 10 Вы же предполагаете, что у вас там будут какие-то люди, которые с металлом, они у вас, вы их знаете хотя бы? Не вам известно. Ну вы в команду говорите. Центр сертифицирования – это инфраструктура поддержки. То есть это не коммерческая, это коммерческая организация, которая вам позволит по любому тарифу, может быть, даже там за свои цены. Центр сертифицирования. Да, я знаю, у меня как раз люди оттуда, просто они заняты, у них станки, они с утра начинают работать, они не простают, и они занимаются тем, что они производят на заводе. У них нет времени на бытовые услуги. А вы сейчас просто уже делаете, производите? На станках нет. Почему? Да, но мы не продавали еще. Мы не входили. Просто для себя? А все время говорите, это семья? Да, единомышленники? У меня муж с Машфака, его в качестве хобби занимается этим. И он меня в этом все посвятил, я ему помогаю. Я конечный этап провожу сама. Это покрытие пальцами, лаком и полфазом. Ну, пробовали это делать? Да. Ну, основная работа, чтобы мы хотя бы посмотрели. Какая средняя стоимость вот готовой продукции? 10 тысяч среднего. Это для начала. Естественно, такие работы, если их делать хорошо, они будут стоить гораздо дороже. Но у вас продажи уже были, слышно много, да? Нет, продаж нет. Как вообще? Но эта идея у меня возникла, просто я потом увидела, что есть проект «Мама предприниматель», решила попробовать, почему бы нет. А здесь мне помогли как бы собраться с мыслью. Все равно у меня теперь уже накидан план, как к этому идти, я знаю, что все это все знания в голове будут. Ну, как бы это соответствующий такой пинок есть. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие участницы, я попрошу все-таки микрофон говорить, потому что вы сейчас должны сказать, что по трансляции нас не слышно. Вот. Итак, следующий участник у нас Новикова Мария.
предисловии хочу сказать, что выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Это высказывание философа Конфуция, и они правдивы на самом деле. Мой проект — это творческая фотостудия под названием IMG. С появлением различных фотоаппаратов и людей-фотографов становится все больше и больше. Социальные сети сейчас практически у всех. Всем хочется себя показать с красивой стороны, красивую обложку сделать, скажем так. Людям постарше просто оставить красивое фото на память о своих внуках и так далее. А почему творческое, спросите вы? А как в атмосфере сказочного интерьера не хочется творить? Отвечу я. Поэтому тут же на базе фотостудии будем творить мастер-классы, где семьи объединятся и будут создавать сами декоративные украшения для дома. Аудитория будет широкая, возрастная, от 0 до 80 лет, так как в фотостудию приходят и мамы с детьми совсем маленькие, ну и, конечно же, бабушки и дедушки. В городе есть множество фотостудий мастерских, но нет ни одной творческой фотостудии. Ранее подметила это Ольга Беляева. В моей фотостудии будет 6 фотозон. Это панорамная окно, белая зона, с камином, лот-зона, детская и будуарная, и циклорама. Скажу сразу, то, что это самые сейчас востребованные зоны. Что такое циклорама? Циклорама — это конструкция, имеющая плавный переход между горизонтальной и вертикальной плоскостью для бесконечного однотонного тона. Они нужны больше для модельных школ. И что хочу еще подметить, что у нас в городе всего лишь одна такая циклорама. И по вообще опросам, я думаю, что она достаточно дорогая в аренде. Будем создавать конкуренцию. Так. И мастер-классы. Они будут происходить как для детей, так и для взрослых. Хочу вам показать сейчас материал. Здесь получается поделки для детей. Это выполнено из гипса и из шпаклевки. Микрофон ближе, пожалуйста, слышно. А также есть внизу у нас потрогать, не бойтесь. Это мох, стабилизированный мох. Вы можете увидеть на фотографии внизу зеркало, выполнено из стабилизированного мха. Это зеркало будет служить вам от 6 до 8 лет. Можно его вешать хоть в ванну и поливать, и что-то делать с ним ничего не надо. Он не требует никакого ухода за собой. Он пахнет, да. У вас много этого моха? Ну, я вырастила уже, стабилизировала, не вырастила дома уже 3 урожая. Не, ну 3 урожая, вот стену надо покрыть, там, 20 квадратов. Уже заказ есть. Конечно, это очень трендовно сейчас. У нас вечный фон хочет все так покрыть, все стены. Это на самом деле сейчас, это мною, то есть подготовленный стабилизированный мох, но есть специальные компании в Москве и так далее, которые поставляют к нам в Чебоксары по оптовым ценам, и мы можем все это задекорировать. Расскажите, пожалуйста, в чем же творчество? Вот в этом же Творчество. Мастер-классы для детей тоже. Это творчество для взрослых. Это, к примеру, я подала сейчас мох. Это к примеру. Смотрите, я вижу у вас несколько зон, студии. Ничего пока не ищу в основных вот этих вот документах не вижу. А в чем творчество? Как вы исполняете это творчество? В чем оно? Вот это рамка из мха? Это не рамка, это зеркало. Зеркало вы можете... На фоне зеркала, да, фотографировать это творчество, да? Почему вы ко мне приходите? И мы с вами сделаем, как это все красиво задекорировать, как это красиво все
покрыть, это все равно определенная... То есть я прихожу и я предъявляю какие-то свои хотелки к тому клиенту. Нет, у нас, допустим, идет какая-то программа. Мы вот завтра хотим собрать человек 5 и сделать вот такую рамку. Все вещи у меня готовы в студии лежат. То есть давайте и вы сделаем приходите, рамку, потом будем фотографировать. вы забираете эту рамку с собой. Это ваша работа, чисто ваша работа. 6 человек, они каждый собирает? Каждый себе делает работу. А в чем же тогда фотостудия? Понимаете, фотостудия это немножко сейчас такой вариант. Вот Новый год, он сейчас пройдет, немножко будет упад. Жить на одной фотостудии я не смогу. Поэтому мне нужен дополнительный заработок, и это будет творческое. То есть у вас творческая фотостудия. Двумя разными жизнями. Не двумя. Иногда они пересекаются. Расширение возможностей. Да, расширение возможностей творческой. Просто творческая фотостудия не совсем творческая. Творчеством заниматься. Да скажите. Вообще в тренде сейчас. И серьезно. Мы, если вы поняли, плавно перешли уже к вопросу. Да. Ну, мне, может быть, сказать дальше. Основные конкуренты у нас сейчас, вообще я рассматривала Новоюжный район, и вот там находится фотостудия МИНТ и 9/12. Больше мастерских там нет. Поэтому я считаю их конкурентами. Концентрация вообще фотостудий мастерских — это северо-западный район и центр. Отмечу то, что на юго-западе района ни одной, ни фотостудии, ни мастерской нет. И это мой ближайший план открытия на юго-западе, если здесь все будет хорошо. Место расположения, как вы видите, будет вот здесь красная точка. Микрохирургия глаза, гостиница «Вета», городская больница, роддом и детский сад 201. Район достаточно молодой, с очень активными жителями района. То есть проходимость есть. Хочу отметить, что будут социальные мероприятия. Мастер-класс для детей, находящихся в больнице. Как я указала выше, мы сами только недавно из больницы. По всем нормам договоренности можно пройти, провести детям больными мастер-класс, чтобы поднять настроение, ну и, естественно, выздоровление. И работа с многодетными семьями, это как устраивать family day, то есть за достаточно низкую стоимость. Но это тоже актуально, это специальный вопрос. Ценообразование канала продаж. Опущу или как? Прочитаем. Объем финансирования ДКО и оборудования я хочу на грант, извините. Мебель и комплектующие на 110, собственные средства. Период окупаемости это около 4 месяцев. Плюсы. Мои хобби — это моя работа, распоряжение временем, хотя на первое время это очень достаточно трудоемкий проект, и саморазвитие и самообразование. Из минусов я вижу только конкуренция и финансовые риски. Спасибо. Давайте тогда еще 2 минуты есть у нас на вопросы, кого-то достанется, они возможно. То есть вы сейчас этим уже занимаетесь? Я хочу открыть, но вот этим я дома занимаюсь. То есть пока у вас вот эти мастер-классы нету, но очень хотелось бы заниматься этим. А фотографированием занимаетесь? Нет, я, наверное, больше человек творческий, чтобы декорировать. Фотостудия будет предназначаться для аренды. То есть типа они пришли сами, пофоткались? Да. И будет основной фотограф, с которым будет договоренность по определенным дням на приходит. И А почему вы не делаете просто мастер-класс? Зачем фотостудия? это дополнительный заработок. Это, конечно, трудоемко, это, конечно, очень по цене, по карману идет, но это мне интересно. Я хочу этим заниматься. А мог чем стабилизировать? Глицерин. Глицерином? Глицерин.
Ну, ты же там смесь. Глицерин, краска. Конкурент. Все-таки пятилетний. Нет, это хочу сказать, что ферментирование мха – это очень трудоемкий процесс. Он занимает 3 недели, просто он должен стоять, допустим, вот в таком контейнере, полностью закрытом, без воздуха, в темном месте, достаточно освещенном. Нет, не выключаем. Но 5-летний срок вы гарантируете, что он не обрушится? Ну, потом, нет, гарантирую, не обрушится. Вот этому мху, ну, я 2 месяца сегодня. 2 месяца, чего это? Время вышло. Спасибо большое. Слово передаем следующему участнику. Это у нас Павлова Людмила. Спасибо, пожалуйста. Добрый день всем присутствующим, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Павлова Людмила Валерьевна. Я учитель по призванию и по профессии, и хочу представить вам мой проект. Это детский клуб раннего развития «Разум все знают». Это то, чем я живу. Хочу сказать, что я вообще многодетная мама, у меня 3 очаровательных детей дошкольного возраста, от 0 до 5 лет. И на основании этого вот у меня зародилась эта идея, конечно, она зародилась после рождения первого ребенка еще, когда, я помню, к нам приходили родственники и говорили: 8 месяцев, уже все по картинкам знает, говорит какие-то слова. Это меня вдохновляло, я понимала, что у меня это получается, я понимала, что у меня есть желание этим заниматься. И я пришла на этот проект с целью получить новые знания. У меня сейчас появились силы, у меня есть энергия, чтобы заниматься этим делом. И очень благодарна этому проекту за такую возможность. Актуальность данного проекта – это, конечно, обусловлено тем, что современные мамы, они особое внимание уделяют развитию, особое внимание уделяют развитию, детскому развитию с раннего возраста. Даже по нашему району, можно сказать, вот даже когда мы выходим на детскую площадку, погулять с ребенком. Второй вопрос, когда мы знакомимся с другой молодой мамой, второй вопрос после того, как тебя зовут: а куда вы водите на развитие, на какие развивающие центры вы водите, чем занимаетесь, как развиваете своего ребенка. Это и есть сейчас такая тенденция, это очень популярно. И значимость данного проекта в том, что я хочу заниматься с детьми дополнительно на чувашском языке. Это для меня очень близко. Я хочу, чтобы чувашский язык процветал, чтобы его популярность возрастала с каждым годом. Это будет не обязательно занятие. Это будут те занятия, на которые родители сами пожелали родители, естественно. Потому что сейчас многие родители сталкиваются с тем, что вроде бы чуваши национальности, но с малых лет разговаривают на русском, и им самим сложно вовлекать в этот процесс изучения чувашского языка. А многие хотят поддерживать, чтобы и на русском, и на чувашском. Но иногда бывает не хватает времени, и другие обстоятельства. Сами, например, плохо разговаривают на чувашском языке, но хотят, чтобы дети знали свой родной язык. Занятия я хочу проводить в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Это первое занятие вместе с мамой. От 8 месяцев до 2 лет. Это в основном основано конечно, на различных методиках, но в основе я хочу сказать, что вот в таком возрасте я хочу использовать методику Железнёва, отец и дочь Железнёва. Это под музыку различные поддержки, игры, пальчиковые игры, музыкальные с музыкальным сопровождением, сказки, прибаутки. Вторая категория возрастная от 2 до 3 лет. 2 минуты. Целевая аудитория – это родители детей раннего возраста. Я проживаю в густонаселенном Садовом районе, и у нас мало таких центров, и в основном на Садовый район пока. А потом, в дальнейшем, если у меня будет хорошо развиваться бизнес, я хочу уже открыть такие центры по всему городу.
Конкурентное преимущество на данный момент то, что удачное месторасположение. У нас в этом районе много молодых мам с детьми, которые хотят, но не имеют возможности, потому что нет пешей доступности. Также наличие контактов, хороших взаимоотношений с родителями. Я уже довольно долго проживаю в новом районе, поэтому много знакомых с детьми, у которых тоже бывает по 3 детей, бывает по 2 детей. Но они хотят, но пока нет таких целых. И индивидуальный подход к каждому ребенку, так как группы наполняемся, они небольшие, от 4-6 человек. Дополнительные занятия на чувашском языке. Вот как раз объем рынка продукта, это количество занятий от 4 до 5 в день. Наполняем с 4-6 человек, рабочий день недели, 5 дней. В целом я посчитала примерно, что 20 занятий в месяц на данный момент. Это пока я сама как индивидуальный предприниматель работаю, как сама преподаватель. Основные конкуренты по нашему микрорайону доступности только вот один развлекательный центр, это «Сова дети», и там вот с 5 лет. Для детского развития нет, а все хотят. Садики переполнены, где оставлять? И еще в дальнейшем я хотела бы, чтобы не только арендовать помещение, а уже купить площадь в Садовом районе, потому что там много детей, там постоянно, там еще строится дополнительно, чтобы уже какое-то представление на пребывание, вот это очень нужно родителям в нашем Садовом районе. И прогноз роста рынка, то, что микрорайон все равно продолжает расти, там строится, там вместе с ним растет также популярность развивающих центров. Показатели спроса будут продолжать расти. Время. Маркетинговая стратегия, я уже сказала, что позиционирование не на количество, а на качество услуг. Группы маленькие, но качественные образовательные услуги. Рекламировать планируем в первое время через раздачу листов на детских площадках, так, представление, продвижение собственного сайта, реклама в социальных сетях. Бюджет. Не отрицаю, что бюджет на данный момент хочу использовать на покупку грант, на покупку игрушек, методических пособий, потому что раннее развитие предполагает комплексное обучение по различным методикам. А обучение по методикам означает, что, например, мы берем методику Монтессори, там свои дидактические образовательные программы, Лена дома, там свои карточки. Завершаем время у нас, может, 15 минут. Тут по показателям, по подсчетам, прибыль суммарная на один год, я считала, что будет чистая прибыль 1 807 692 рубля, рентабельность 80%, так как себестоимости продукта нету, окупаемость 2 месяца. Примерный расчет. Это образовательные услуги, тут... Дальше. Опыт в индустрии, потому что я работала в сфере образования, и ежедневные занятия развитием детей, изучением 5 лет, у меня 2 детей, и каждый день этим занимаюсь. И управление, то, что я работала начальником пришкольного оздоровительного лагеря 1 лето, и это мне очень помогло. Спасибо большое. Спасибо за время. Давайте укладываться, пожалуйста, на время. Я понимаю, информация много хочется донести до жюри, но мы ограничены. Пожалуйста, жюри вопросы. Помещение есть у нас? Помещение на данный момент я уже говорила, что пока хочу по Академии Королева детские развлекательные центры космонавтов. Это как Королева? Это да, через часть недалеко, там километров нет тоже. И другое помещение, обговариваем в плане году, нет хотя на... У вас есть команда или Нет, я сама одна пока. А в дальнейшем планирую расширяться. А уже эти программы развития, они предусматривают из года в год, как сказать, поступательное развитие в одной программе? Конечно, да. До года, до 2, до 3, да, чтобы одна и та же программа была вот одного ребенка 3 года. Да, это от 8 месяцев до 3 лет это очень легко, потому что программ много, разных методик очень много по детскому развитию. Да. Это как бы там граница даже можно сказать. У меня не вопрос, а может быть такая маленькая рекомендация, можете применять или нет, да? Вы предполагаете назвать свой центр «Радуга Всезнайка», да, если я верно записала. Мне кажется, если забить в интернете, в Яндексе, детский центр «Радуга» или детский центр Всезнайка, это будет достаточно распространенное название. И я вам, может, рекомендовала бы, да, придумать что-то более такое самобытное, особенно, как я услышала, да, у вас акценты, ваше отличие от конкурентов в том, что вы занятия вести на чувашском языке. Может быть, как-то назвать, не знаю, что было связано, да, чувашский персонаж. А «Радуга», она у меня пошла
Смешно от того, что я долго думала над названием. У меня 5-летняя дочь, когда ей было 3,5 года, она мне любила рассказывать различные сказки. И она говорила: мама, где у нас радуга? Я говорила: почему? Потому что такая светлая. А радуга как у вас там будет? Азамат. Азамат. Но вы можете мой совет там принимать или не принимать. Я просто обратила внимание, что достаточно часто так нужно, может, действительно просто перечислить. Да, Азамат, можно дать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Следующий участник у нас Перфилова Ирина. Поприветствую. Что бизнес связан с предыдущим. Каждый из нас живет маленький ребенок, и все мы родом из детства. Поэтому я предлагаю вам немножечко поиграть. Александр, давай, Слава. Елена, напомните, у нас 5 минут успеете? Можно, пожалуйста, я если у вас 5 минут для... Мы ограничены. Давайте побыстрее. Хорошо, когда я попала потом, я прошу прощения и параллельно, что моей идеи в том, что я постоянно хотела открыть свой бизнес, как и я записана на миллион бизнесменов в Инстаграме, ВКонтакте, такие как Илья Шабудинов, бизнес-молодость, Рафаэль Михаил Дашкиев. 8, я должна быть же, здесь 8, честно, все как бы нету. Нету. И передаче «Утренняя пятница» у Илья Шабудинова я увидела такую прекраснейшую реплику: найди то, что тебя раздражает, и откроешь один бизнес. И когда у меня родился ребенок, я безумно благодарна Господу, что он мне наслал ребенка, что он счастье материнства. И меня начало раздражать то, что я не могу своего ребенка развлечь. Очень мало развлечений, потому что приятно развлекаться, да? Всем детям нам очень хочется развлекаться, и мы в процессе развлечения на самом деле развиваемся. И я предлагаю создать детский развлекательный центр «Топ-топ». Уникальная идея будет заключаться в том, что он будет на открытом воздухе. То есть он будет не в помещении, а под открытым небом. Такого проекта в Чебоксарах нет. Есть проекты в помещениях с очень большой ценой и с непроветриваемыми помещениями. Я очень закаляюсь своего ребенка, мой ребенок ни разу не болел за 1,5 года. Я постоянно открываю окна, я постоянно... да, спасибо. Вот. И поэтому идея создания такой площадки на свежем воздухе, я считаю, прекраснейшая альтернатива всем этим Мадагаскарам, Шанс, ну и так далее, там было всем, не знаю, там есть дети, владел. Поэтому цену я предлагаю сделать минимально 50 рублей. Эта цена окупается, потому что мне не надо тратить деньги на аренду помещения, на электричество и сопутствующий ЖЭК. 2 минуты. Господи, ничего не успела сказать. Так, поступление продаж. Я вкладываю 100 тысяч. Я позвонила в горком имущества, они говорят, будет аукцион на летние-развлекательные мероприятия, и нужно будет подать заявку. И площадь будет около 1200 квадратных метров.
так как 10 квадратных метров я планирую, что будет достаточно, потому что дети от 0 до 5 лет, то есть там не нужно строить всякие лабиринты для 17-летних, просто будут горки, мягкий пол, резиновое покрытие, я тоже нашла в интернете, кто продает, по довольно-таки оптимальной цене 1200 за квадратметр, 1000, ну если я возьму, они продуктируют 1000 квадратметров. Также горки, которые плавно перетекают в сухой бассейн с мягким покрытием, чтобы ребенок не ударился. То есть я маленький ребенок прекрасно понимаю, какие травмы могут быть ребенок. Ну, да. Также домики, я планирую 4 домика, они игрушечные, такой высоты. Маленький ребенок сюда заходит, открывает окна, двери, улыбается. Моя дочь просто в восторге от этих домиков, она... Я ничего не вы не волнуйтесь, все хорошо. Я попрошу вас за трибуну встать, вернуться лицом к жюри все-таки, да. За трибуну встаньте, пожалуйста. Спасибо. Я забыла про микрофон, извиняюсь. Также я планирую нанять аниматора и администратора. Аниматор будет следить за детьми. Также, если молодая мама, допустим, очень санитария, и хочет куда-нибудь пойти, она может спокойно обратиться к аниматору, и аниматор будет приглядывать. Эту услугу я планирую сделать платной, 100 рублей за полчаса, потому что это дополнительная ответственность, которая должна оплачиваться, соответственно, она входит в прибыль, и проект окупится за 2 месяца максимум. Производственные издержки я планирую в 5000, потому что, ну, может там что-то сломаться, там что-то, горка, там, допустим, отлетит, вполне достаточно заменить. Кажется, все рассказала. Спасибо за внимание. Я очень хочу поблагодарить организаторов проекта. Это уникальная возможность нам, молодым мамам, выйти из кухни и начать развиваться, чтобы у нас наконец заработали мозги. Я от высшего образования поняла, что он сидел на кухне полностью отупел. И сейчас, открывая этот мир заново, я понимаю, что столько возможностей, что я могу создать презентацию, даже могу сделать там вполне цивильный график, что я... В общем, спасибо вам большое, организаторам. Я хочу предложить вам таких проектов как можно больше, потому что заявок на самом деле было 70 от нашего региона, только от нашего. Все мы активны, молодые, мы очень хотим в этом участвовать. Я хочу поблагодарить девочек, 29 нас осталось. Мы все друг другу помогали, я спрашивала, помогала сама, мы так сплотились, у нас был настоящий мозговой штурм. Спасибо большое спикеру, спасибо большое Николаю, Алисе, Анастасии, Александру, извиняюсь, я очень благодарна. Я хочу вас еще поблагодарить, что вы отвечали на мои самые тупые вопросы. Спасибо вам. Самый живой веселый выступление, да? Спасибо. Следующий участник у нас Пятакова Ирина. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ирина, и сегодня я хочу вам представить свой проект. Он называется «Цветочная мастерская Дари». Цветочный магазин – это очень выгодный бизнес, который позволит с минимальными вложениями выйти на неплохую прибыль. Целевая аудитория моего проекта – это работающая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Согласно моему небольшому, как сказать, опросу, именно они составляют наиболее большой контингент среди клиентов данных магазинов. Ну, конечно же, и старше. Основные преимущества магазина по продаже цветов являются: это минимальные первоначальные затраты,
широкий спрос на товар, так как мы знаем, что все праздники в основном у нас, на все праздники дарят цветы. Также впереди у нас День матери, 8 марта, 1 сентября. Конечно же, мы постоянно в эти дни обращаемся в цветочные магазины. Высокие объемы прибыли в долгосрочной перспективе, возможность развития бизнеса и предложения сопутствующих услуг, это такие как гелевые шарики, открытки, упаковки, подарочные пакеты, также рентабельность бизнеса. Анализ рынка. На рынке Чувашии основными такими конкурентами, я считаю, такие магазины, как Италайн, Фиалка, также хорошо у нас сейчас развивается Китаморе, Флориса 21. Но также очень много мелких частников, у которых значительно небольшой ассортимент и такие простенькие букеты. Каналы продажи – это прямые продажи, сарафанное радио, социальные сети, сайт и контекстная реклама. Маркетинговые мероприятия – это реклама в социальных сетях, реклама в местных средствах массовой информации, транспортная реклама, раздача промо-листовок около магазина при открытии и рассылка коммерческих предложений. Финансовый план. Так как я сказала, что на открытии магазина достаточно, в принципе, небольшой бюджет, основное, на что я хочу потратить грант, это, конечно же, холодильная камера, без которой магазин цветов, конечно же, просто не сможет работать, флористический стол, где будут составляться букеты, и оборудование магазина, это такие стеллажи. Финансовый план. Объем финансирования мне нужно 256 500 рублей на открытие магазина. На прибыль я рассчитываю 78 920. Окупаемость моего магазина примерно 4 месяца. Что я планирую продавать? Это будут букеты. Также у нас будет курьерская доставка, горшочные букеты и дополнительный доход. Это, например, гелевый шарик, как я говорила ранее. Также в будущем, если все будет хорошо, это будут цветочные мастер-классы. Также мы будем оформлять свадьбы. И, конечно, свадебное жарество. Это как бы отдельно такое магазин. Еще немного. Я все. Спасибо. Жюли, пожалуйста, вопросы. Елена, скажите, пожалуйста, почему мы пойдем к вам, а не к Италайну, Фиалку и к прочим конкурентам? Ну, потому что, в принципе, у Италайна я на них, наверное, пока и равняюсь, потому что у них достаточно большой ассортимент и достойные букеты. Пока в моей голове у меня картинка такая, что я хочу делать монобукеты, такие большие букеты роз, большие букеты тюльпанов, например, то есть они будут из одного сорта цветов. Ну, конечно же, желание клиента никто не отменял, если будет заказ, допустим, на смешанный букет, такое тоже будет. Но ассортимент я рассчитываю, что будет тоже разный, потому что ценовая категория у нас как бы и люди достаточно разные. Кому-то средний букет за 7 тысяч является нормальным, а кому-то меньше 1000 рублей, допустим, нужен букет. Хочу, так на монобукетах. А цветы где будут брать? Хочу заказывать фокус, это Казань. Авторитет в Чебоксарах тоже есть, но у них качество цветов так поставляешь лучше. Вы рассчитываете обыкновенные букеты в основном массе продаваемого товара или все-таки эксклюзивные? Вот какая тенденция будет в вашем кредо? Я, конечно, хотела бы эксклюзивные, но рынок у нас такой, что на эксклюзивных, наверное, вот для особого слоя населения. А я хочу открываться где-то рядом, в центре, либо к Московскому проспекту. И рядом у нас обязательно, чтобы были бизнес-центры. Там, где будут заказывать по праздникам, допустим, 8 марта, букеты с офисов. Допустим, наверное, это будет такой средний. Еще вопрос? Есть опыт работы у вас уже? Вот я сейчас покажу обучение. Лариса. Специалист, который меня обучает, у него магазин букетов. Уважаемые, еще вопросы? Спасибо большое. С местом вы определились уже, где быть планируется? Вот, я как раз таки изучаю, потому что, нет, не определилась, но для меня очень важно, чтобы рядом была парковка, потому что это плюс 30% финансовой базы. Поэтому пока в поиске. Спасибо большое.
Слово представляет следующему участнику по защите проекта. У нас Соколова Елена, пожалуйста. Всем добрый день, меня зовут Елена, мне 33 года, и вашему вниманию я хотела бы представить свой проект по прокату детских карнавальных костюмов. Ассортимент проката будет включать новогодние костюмы для детей, тематические костюмы, костюмы для проведения фотосессий, платья для девочек, а также классические костюмы для мальчиков. Прокат я планирую... Я надеюсь, что мой прокат будет находиться в здании бизнес-инкубатора, вот так как он находится в центре города. Целевой аудиторией данной услуги являются родители, у кого есть дети от 0 до 10 лет. Конкурентные преимущества – это широкий ассортимент данной услуги, качественные материалы, как я сказала, аренда офиса в центре города, чтобы потребители могли приехать, ознакомиться с ассортиментом, примерить. И также преимущество – это индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть, чтобы на месте можно было где-то ушить, где-то подвернуть, то есть подогнать под клиента конкретный костюм. Рынок. По моим исследованиям, в городе Чебоксары услуги по прокату детских костюмов предоставляют, скажем, не так много больших организаций, в основном это частный сектор, который предоставляет штучные, скажем так, штучные услуги. То есть у них нет как такового ассортимента, это либо костюмы, которые остались от детей, да, которые уже воспользовались этим костюмом, и им сейчас некуда их делать, и они вот предлагают в прокат. Вот. Рынок, естественно, данного вида, данной услуги пользуется спросом, потому что я сама мама, да, и я сама столкнулась с такой проблемой в прошлом году, когда у меня ребенку надо было на один утренник подобрать костюм, потом буквально через неделю он уже выступал в одном проекте, ему нужен был другой костюм, и, как говорится, покупать костюм на один день, все-таки это дорогостоящая услуга, особенно если костюмы качественные. И тогда вот у меня возникла как раз идея организовать прокат по предоставлению детских костюмов. Вот. Тем более, если раньше костюмы можно было увидеть только на Новый год, на утренниках, то есть сейчас костюмы пользуются большой популярностью, особенно среди родителей, детей, среди родителей, у которых дети в возрасте от 0 до 3 лет, потому что многие фотографируют своих детей, и они также нуждаются в качественных, хороших, красивых, оригинальных костюмах. Так. 2 минуты. В процессе организации проката детских костюмов я собираюсь постоянно расширять рынки сбыта, поэтому планирую сотрудничать со школами, с детскими садами, также с фотографами, которые желают проводить фотосессию, также с театральными студиями различными и кружками. Для увеличения объема продаж планирую задействовать следующие маркетинговые инструменты. Это контекстная реклама, наружная реклама, раздаточная реклама, ну и, естественно, социальные сети. Запрашиваемый объем финансирования составляет 187 737 рублей. Срок окупаемости проекта с учетом сезонности по моим расчетам составит 1 год. И, соответственно, так, команды у меня нет, опыта как такового нет, я планирую всем этим заниматься сама. И по поводу инвестиций из требуемой суммы 100 тысяч в виде средств гранта я планирую потратить на приобретение костюмов, а оставшуюся сумму оставшиеся затраты будут финансироваться за счет собственных средств. Спасибо вам большое. Вопрос. Ну, идея интересная, тем более сейчас среди
розничной торговли растет рынок реализации детских товаров, и все, что с этим связано. Понятно, что и количество детей увеличивается. У меня предложение объединиться с коллегами, кто занимается пошивом, да, до этого проекта, в общем-то, заниматься и производством детских костюмов, и сдачей в прокат и продажу. Вот я забыла упомянуть, что в последующем я, конечно, вот для расширения рынка сбыта я все-таки хотела бы потом уже привлекать мамочек, которые также находятся в декрете, чтобы кто-то занимался дизайном, кто-то занимался, да, забыла упомянуть, кто-то, чтобы занимался пошивом. И поэтому сейчас уже даже в рамках этого проекта, как вы заметили верно, мы уже, как говорится, обменялись контактами среди мамочек и уже поняли, кто чем может быть полезен друг дружке. А как вы планируете санитарную обработку вот этих костюмов? Стирка и химическая обработка. Химическая, да? Ну, какие-то, да, костюмы химические, какие-то. Сколько вы прогнозируете цена за Так, я сказала 300, это средняя цена, у меня составила по моим расчетам 364 рубля. В месяц? Ну, там сезонность есть. То есть, допустим, если январь месяц, понятно, что здесь самые, скажем, хлебные месяца это декабрь и январь, да, с учетом того, что все-таки большинство, да, как ни крути, костюмы нужны на Новый год. А в остальные месяца в течение года, да, я планирую все-таки привлекать больше фотостудии и фотографов, потому что все равно, и даже вот слышала, сейчас очень много фотографируют детей, да, ради этого покупать один костюм тоже, ну, я не думаю, что сейчас вот каждый готов, ну, позволить себе, помимо того, что сфотографировать ребенка, как принять участие в каком-то фотопроекте, и еще и купить специально для этого один костюм. И я вот общаюсь со многими мамочками и знаю, что очень многие, даже в течение года, особенно в первый год жизни ребенка, очень много проводят различных вот, фотосессий, и им даже нужны такие костюмы. С фотографами вам надо сказать. Да. Я прошу прощения, если я пропустила, вы одна или у вас одна? Пока у меня идея, которую я планирую реализовать в ближайшем будущем, потому что, говорю, на собственном опыте я столкнулась, что действительно такая проблема существует. Вот, про хату я имею в виду. Я вас очень поддерживаю. У меня, на самом деле, муж как-то вот покинул эту идею, когда мы в прошлом году сами столкнулись, и приходилось бегать по городу и просто искать. И вот как раз перед Новым годом, ноябрь, декабрь месяц, вот, у меня тогда ребенок участвовал во многих проектах, и вот нам нужно были сами пойти. Но если чуть-чуть вперед посмотреть, да, то вы предполагаете там какую-то команду? Конечно, конечно. Вы видите? Ну, в моем видении, да, понятно, для начала это создать офис, где можно было бы все-таки не на дому принимать, да, людей, а чтобы это было отдельное помещение, и, вот говорю, опять-таки привлекать девочек, вот мам, и заниматься самим пошивом, разрабатывать свои модели, скажем так, вот, чтобы не было похоже. Потому что купить, в принципе, можно, да, а вот все равно хочется, чтобы твой ребенок был универсальным, оригинальным, не повторяющимся, и поэтому лучше, конечно, создавать свои образы. Спасибо большое. Следующая участница, которая будет начать проект, у нас Соколова Яна. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые зрители. Очень волнуюсь. Волнуйтесь, Еще раз здравствуйте. Меня зовут Соколова Яна, мне 28 лет. Предоставляю проект, назвала его «Крепость Шубаш». Если кто не в курсе, Шубаш с перевода шубашского это Шубашкар. Так звали старика, который впервые вступил ногой на чувашскую землю. То есть это планируется супермаркет национальной чувашской еды. Чисто деревенской, не купленной в магазинах. Вот это сама крепость, которая была у нас в Чувашии. Продукт. То есть это мучные изделия, мясные блюда,
получается рыба, молочные изделия, десерты, сладости, напитки. Это все в Чувашии достаточно, просто мы не знаем. Товар будет продан любителям национальной кухни, также группе лиц, которые следят за своим здоровьем, приезжим гостям, потому что вот многие гости приезжают, и кроме кафе и ресторанов некуда сходить, чтобы можно было дома посидеть, спокойно поесть. Это у нас сама еда. Рынок в 2019 году планируется открытие 2 магазинов, так как раскрутка магазина окупится в полгода. Конкурентов не имеется именно в таких магазинах, то есть супермаркетов не видела. В Канаше есть у нас магазин у Афанасьева, сейчас скажу, как называется, «Орлан». Это тоже еда домашней кухни, но там не весь спектр национальной чувашской еды. 2020-2022 год, по полгода, если расширяться, каждый магазин на 1 город, а также и расти дальше. Цена соответствует качеству, так как на рынке у нас один пирог стоит в районе 200 рублей, то у нас будет он стоить 230-250 рублей. Каналы продаж – это супермаркет, сами приходят люди, доставка, сайт заказов, выставки различные, маркетинговые мероприятия, то есть реклама, это будет сарафанное радио, раздача листовок, вывеска рекламы на авто, потому что это очень реклама действует спросом, открытие магазина самим главой Чувашской республики, так как он очень любит свою родину. Финансы. Запрашиваемый объем финансирования – это 430 тысяч рублей, период окупаемости 6-8 месяцев и чистая определенная стоимость, именно что остается, 80 тысяч рублей. Команда 5 работников на 1 магазин. В 2023 году 30 рабочих мест, ну то есть это по 6 городам. Определение четких целей – это пропаганда чувашской национальной кухни. Развитие творчества работников в сфере общепита. Также у инвесторов, что просим, 430 тысяч, то есть это собственные средства 50, 100 тысяч грантов потрачу на печь для пирогов. Есть такая возможность в Чебоксарах в открытом помещении, чтобы прямо на улице построить домашнюю чувашскую печку под навесом, и там же можно, чтобы повара делали пироги. То есть не помещение офисное, да, а именно на улице. Холодильная камера – это для самих сохранности, но продукция будет всегда свежая. Шкаф для хранения продуктов и стол для удобства покупателей. Приятного аппетита и вкусных идей. И, девочки, помогите, пожалуйста, если можно попробовать, да, привезла вам, да, если можно, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы? Сейчас в какой стадии? Сейчас стадия вообще прям хотение рвется прям вперед. А вы по образованию? По образованию я менеджер по управлению персоналом, но у меня мама и сестра повара. А также хочу, почему вот именно эта идея, потому что нет у нас. Очень хочется, вот есть халяль, есть там какие-то вот ехала сегодня с наша восточная кухня, вот эти роллы, а именно национализма у нас нет, поэтому в Казани, да. Очень вот других как бы хочется даже вот прям выйти на мировой рынок. У нас есть варианты, идеи отличные. Как будем говорить? У вас уже начало есть магазин? Обязательно делаем аренду всем. Вопрос, вот это из магазина? Это нет, это все делали дома. Сами. Очень вкусно. Спасибо. А вы сейчас вот на каком этапе у вас? Ну, на этапе разработки у меня вот почему время такое отложенное, чтобы на полгода, потому что мне надо ездить по деревням, узнавать самые традиционные рецепты у бабушек, прабабушек, даже в вашей деревне съезжу, да, собрать все рецепты, попробовать поварам это сделать и дать даже вот всем на пробу, в само министерство принесем. Спасибо. Еще вопросы? Может, вам на начальном этапе арендовать какие-то небольшие площадки в торговых центрах для того, чтобы какие-то промоции реализовывать?
Можно, если именно это будет. Да, да. Это тоже было. Сначала лучше покажи, пойдет, не пойдет, а потом уже реализуй, да. Кстати, сеть магазинов пытался с органик или что-то такое. Ешь, чуваш, так. Нет, Да, что-то самое главное, тут видите, качество не только в продукции, это уже само собой, качество персонала, качество обслуживания, это очень многое зависит от этого. Но у вас семейный бизнес будет? Ну, я буду руководителем. Ну, возможно, да, потянем. Потому что так легче, все равно, когда кто-то родственник помогает, это... А вы проработали откуда сырье, где, чего? Сырье, все, я думаю, у нас не запрещено собственное производство, если его официально открыть, да, в деревнях это все закупать, даже могу на пальцах посчитать, примерно рассчитала, допустим, если мясо закупать 250 рублей на килограмм стоит в деревне, оптом картошка 15 рублей килограмм, и мука килограмм 20 рублей. Я посчитала, если это хватит на 3 пирога с большим количеством мяса, пирог выходит в себестоимость 100 рублей. То есть у меня накрутка 150 рублей, с каждого пирога это 450 рублей накрутка с 3 пирогов. Я считаю, что это очень хороший бюджет. А электричество все, я думаю, в аренду все входит, это все. Поэтому... Еще вопрос. Тогда завершаем. Спасибо огромное. У нас следующий участник, Сырова Наталья, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу представить вам машинную вышивку на компьютерную технологию. Отличие от обычной вышивки всем известно, да? Вышить одно изделие возможно сзади, а на компьютере можно гораздо быстрее на хорошей вышивальной машине. Актуальность идеи многограммы всем понятна. Это и символика, это и какие-то лейблы, это для организации и индивидуально. Но фишка в том, что можно вышить любой эскиз, который вы представите, вплоть до того, что программное обеспечение сейчас дает такую возможность, то есть фотографию. Загружаем и вышиваем. И вы можете подарить любой памятный подарок своему знакомому, родному, или сотрудникам предприятия, подушку со своим изображением, например. Вышивка может быть любыми нитками, любыми лентами и на любом материале. От трикотажа до кожи. То есть это может быть и автосалон украсить, и, я не знаю, любое изделие в виде паспорта, допустим, какой-то обложки для паспорта, все что угодно. Так, ну это все понятно. Я сказала, есть современные дизайны и есть ваши собственные представленные фотографии и собственные дизайны. Покупателями кто будет являться? Все жители, конечно же, и индивидуальные, и организации спортивные, и организации специалисты, которые приезжают из других городов, туристы, все кто угодно покупают сувенирную продукцию. Но и для образовательных учреждений у нас отдельно может быть пошивка, точнее вышивка, нашивки, выпилы и так далее. Так, преимущества. Но здесь вы тоже все можете увидеть. Самое главное преимущество, в отличие от... Что может быть конкурентоспособным по поводу машины? Только термопечать. Да. Термопечать через 2 года сотрется, или на солнце выгорит, или просто уже выкинут из экипажа. Машинная вышивка, она долговечна, но просто безобразие, ее можно использовать очень долго. И это актуально именно в подарках. Очень важно, то есть памятность. Дальше пойдем по циферкам. Для примера. Если мы будем брать машинную вышивку 10 на 10, то себестоимость получится примерно у нас... ну сейчас программу про субсидии сначала расскажу. Средства будут потрачены конкретно на эту вышивальную машину, конкретно на иглу, для нее конкретно для нитки на первый четкий этап.
Компьютерное оборудование покупается за собственные средства, это совсем немного. Помещение самостоятельно свое. Для наглядности сейчас рассмотрим 10 на 10, у нас получается 157 рублей себестоимость с наценкой 240. Это расчет, если вам интересно, производственной мощности, ну как-то сколько можно сделать за день, сколько можно сделать за месяц. Исходя из этого мы можем сделать вывод, сколько мы можем заработать. Здесь мы видим у нас затраты постоянные, затраты ежедневные, на материалы, налоги, заработную плату и так далее. Через 4 месяца мы полностью окупаемся, в конце года мы выходим на прибыль, а в 2 раза почти превышаем то, что мы должны. Поэтому вчера вот, мы с ребятами проверяли отчеты финансовые, и мы пришли к выводу, что через 6 месяцев уже можно будет купить второе оборудование и создать дополнительное рабочее место для следующей вышестоящейся. Производственное помещение, включая все рабочие места и освещение, собственность у предпринимателя уже есть. Все это здесь расписано. Значит, необходимо на первой паре только вышивальщица и водитель. И уже через полгода можно создавать дополнительные рабочие места. Я еще дома посмотрела вечером, можно через 10 месяцев купить уже 3-ю машину и расширять производство. 24 квадрата нам позволит вместить, ну, по меньшей мере 4 человека на этой площади. То есть в течение года можно расшириться очень хорошо. Так, перспективы. То есть вот мы набираем такой персонал. Время. Маркетинг, корпоративные заказы, индивидуальные заказы. И все-таки на первом этапе это будет только, ну не только, конечно, но по большей степени личные контакты. Потому что это надо объяснить, что это индивидуальная вышивка, и вы можете сделать портрет, либо я иду к руководителю предприятия или его секретарю и предлагаю уже конкретные тоже моменты, что он может сделать со своей командой, либо секретарю то, что он может подарить своему руководителю на день рождения, что очень остро всегда встает. Так, выкладки и так далее тоже выводится. Все, что можно сделать. Ну, это все говорили. Работа с ателье. Вот сейчас здесь представляли проекты, то есть я прихожу и говорю, хотите ли вы такой лейбл, что это ваша дизайнерская работа? Все говорят, хотим. Я вчера позвонила специально одной знакомой, она говорит, да, давай сделаем. Окей. Позвонила, и у меня уже один класс готов принять заказ на выпускной для своих фирменных бейджей, чтобы у них осталось на память. Это все памятно, это все надолго, это все навсегда. Спасибо большое. Вопросы? Это ваше, на вас уже это слово о долговечности. У меня еще в проекте не было, когда делали вот эту машинную вышивку. У вас Вам сейчас для есть вышивки нужно найти свою нишу. Да. Сейчас вышивка изделий не так, не имеет такой популярности. То есть вам нужно какие-то специализированные школы. Либо я вам предлагаю, у нас в Чувашии это традиционная народная вам нужно как бы тоже в эту струю влиться, потому что у нас очень много. Да, у нас есть художественная фабрика бактерий, которые вышивают специальные машины. Есть. У нас есть традиционные костюмы, которые не так часто, но всегда востребованы. И я вас направляю в том числе и что же чтобы вы вышивали, чтобы на шубах, там еще традиционных нарядах, чтобы можно было их реализовывать гостям, там, я не знаю, танцевальные студии. Я в качестве расширения. Потому что вышивка... Это спасибо, да. И это будет вторым этапом, когда будет много оборудования. А сейчас именно акцент на индивидуальность, потому что берется не вышивальная машина, а вышивальная машина с компьютерным приложением, которое может сделать подарок кому-то вот из ваших близких. Это и конверты новорожденным, с их конкретными там какими-то предложениями, с конкретными фотографиями, как они хотят видеть. Это и подарок начальнику, это и подарок какому-то юбиляру.
бабушки, дедушки, какие они были в молодости. В любом цвете, любыми нитками, золото, серебро. А на сегодняшний день у вас есть какие-то, мастерские? Цель моего участия в проекте была прийти и представить вам проект, который бы вложился примерно в этот грант. Потому что очень многие мамы думают, что невозможно начать с нуля, что-то сделать и поднять. Вот здесь, что вложение? 40 тысяч на компьютер, который, кстати, уже и дома, возможно, частично есть. Только программное обеспечение остается. У нее есть вот такая хорошая машина, и уже первоначальный набор игл, ниток и так далее. И она может пойти и начать работать, а не сидеть и думать, завтра я еще вот это сделаю. Ой, а может быть, мне такой миллионный проект затеять. Еще вопрос? Нет. То есть вообще не заказать нельзя пока? Мне лично, да, можете. Вы можете вышить. Вот это она актуально, все контакты. Я хотела представить, что можно выполнить вот эту задачу, вложиться в рамки конкретного финансового проекта с учетом калькуляций, издержек, зарплат и дальнейшего перспективного. Вы сейчас уже делаете, да? Вы вышиваете? Я сейчас не имею производства, это отдельная тема, она сюда не входит. Нет, я к этому сейчас отношения не имею, но лично мне вы можете заказать. Я хотела конкретно представить, что можно создать такой проект. Понятно. И он будет работать. Вы делаете сейчас что? Вы хотите этот проект сделать? Да, я и говорю, если уж я ввяжусь, мне придется через полгода набирать работников, через 9 месяцев следующего, и через год уже вы сейчас чем развиваться дальше. Вы вообще видите нашли вышивки? А вообще я в этом очень хорошо разбираюсь. Да, сейчас я мама. Время. То есть хотим знать, вы просто так... Нет, я не испытала манипуляции, там все видно, я знаю технологию материалов, я знаю швейное производство, я знаю маркетинг, я знаю, к кому обратиться в городе Чебоксары, чтобы мне купили мою продукцию. Когда вы говорите, например, что один класс уже заказал, да? Это мама. Я говорю, если я займусь этим делом, да, все. Спасибо большое. Это все, да, это все будет проверено. Личные контакты, у нас замкнутое пространство, они имеют обходить уже. Уважаемые участники, у нас время остается совсем немножко, еще два участника послушаем. Спасибо огромное за выступление. На сцену приглашается Трофимова Ирина, пожалуйста. Добрый день, я постараюсь быть краткой. Меня зовут Трофимова Ирина. Я представляю проект производства вязаных домашних текстилей, в частности, вязаных пледов и вязаных подушек. Продукция у меня будет ориентирована на людей обоих полов, но основной упор будет делаться, конечно же, на женщин, потому что они создают уют, занимаются интерьером, и им легче будет выбрать то, что подходит конкретно для их дома. Фотопродукты нет? Нет. Что это связано? Изучив рынок, я пришла к выводу, что в нашем регионе мало кто занимается производством вязаного текстиля. Поэтому есть все перспективы для развития этого бизнеса. Цены у меня будут варьироваться от 800 рублей за подушку до 4000. Продукция будет изготавливаться из гипоаллергенной пряжи, чтобы они были приятны к телу и не кололись. На машине? На машине. Запрашиваемый объем финансирования у меня предоставлен в таблицах. Предполагается купить вязальную машину, владельную систему. Также полагается я в расход включила приобретение сертификата соответствия таможенному техническому регламенту. Так как я реально оцениваю свои возможности, период окупаемости у меня составит 24 месяца, 2 года.
реализацию проекта мне потребуется 197 тысяч. Тут у меня предоставлена таблица денежного потока за 3 года. Бизнес начинается с нуля. У меня есть опыт производства вязаных изделий в домашних условиях. У меня все. Задаем вопросы. У вас раз опыт производства и продаж, ну, продается. У меня бизнес начинается с нуля, я еще ничего не продаю. Просто опыт производства и продаж. Я себя вяжу. У меня на спицах, ну, я вяжу продукцию сложной конструкции, не пледы. Джемпер мужу, себе джемпер, детям зимний комплект. Надо было это фото обязательно. Да. Нет, я вручную вяжу. У нас разные вещи. Я понимаю, что разные вещи. Поэтому у меня период окупаемости 2 года. Еще вопросы будут? Завершим. Спасибо огромное. Ну и завершим. Остается последний участник. У нас Шаркова Анна. Пожалуйста, приглашаем на сцену. Аплодисменты. Добрый день. Меня зовут Шаркова Анна. Я представляю сервис «Ничего не изменилось». Как это идет? Секундочку. Давайте прочитаем. Я представляю сервис по подбору нянь. Что такое MomStime? MomStime – это площадка, на которой родители находят себе подходящую няню, а няни находят себе новый заказ. То есть клиента. Наши преимущества – это в первую очередь удобство, так как доступная и легкая система договоренности по одному клику. Дальше это выбор, то есть заказчик и исполнитель по собственным критериям могут выбирать свой подходящий вариант. Дальше это качество. У нас будет тщательный подбор персонала и будет система договоров как с родителями, так и с нянями. И забыла упомянуть, что нашей целевой аудиторией являются, конечно же, родители. Дальше это организации, которые занимаются праздниками, и сами няни в поисках работы. Объем рынка. На данной диаграмме 80% составляют няни, которые работают сами на себя, а 20% это кадровое агентство по подбору персонала. Анализируя данный рынок, я поняла, что как такового главного конкурента у меня абсолютно нет. Более того, хоть каким-то таким важным конкурентом являются именно сами няни. Но ситуация такая, что именно они и будут нашими потенциальными клиентами, потому что мы можем им дать стабильный заработок, новые заказы и увеличить им цели. Продвижение MomStime будет проходить по следующим каналам продаж. В первую очередь, это, конечно же, сайт, где родитель будет выбирать себе няню, а няня будет оставлять свое резюме. Также, конечно же, соцсети, Инстаграм, ВКонтакте и так далее. И агрегаторы услуг, такие как Авито, Юлай, Ютуб. Сколько необходимо? На первое время необходим, конечно же, сайт. Это будет, в принципе, главная точка, с которой я планирую начать. И дальше, конечно же, рабочий ноутбук, аренда офиса, пошивные формы и маркетинговые мероприятия, которые тоже достаточную сумму займут, потому что нужно войти очень красиво в это, конечно же, и показать, охватить как можно больше аудиторию. В целом 122 тысячи рублей. Для чего нужен грант? Хочу на сайт потратить основную сумму,
также ноутбук, организация рабочего места и рабочий материал для работы с детьми. Команда MomStem — это, конечно же, начало это я, собственно, такой руководитель. У меня есть опыт работы в сфере услуг. Я занималась уже этим проектом, я проводила собеседования с нянями, я запускала публичную рекламу. И даже сама, чтобы испробовать на себе полностью эту работу, выходила на заказы. Вот представляю вам расчет прибыли. По моим расчетам, уже в первые месяцы чистая прибыль может достигать 130-130 тысяч. Окупаемость будет осуществиться уже на второй месяц. И в заключение я хочу сказать, что MomStime — это про доверие, это про безопасность и про качество. Это именно то, чего желают своего ребенка родители и няни, которые работают сами на себя. MomStime будет связывать родителей и няни, и это актуально на любой точке планеты вообще, любого мира. Вопросы? У меня два вопроса. Один вопрос, где работают няни, они приходят домой, дома находятся с ребенком или где-то в каком-то месте. И второй вопрос, как раз вы сказали о безопасности, да, вот как вы обеспечите безопасность? Как я могу быть убеждена, что мой ребенок, находясь с вашей няней, будет в безопасности? По первому вопросу. Для первого времени, для начала, конечно же, это будут выездные заказы, потому что в дальнейшем я планирую уже открыть несколько помещений по городу, где можно будет также оставлять своего ребенка. Я не буду претендовать на детское развитие, на вот такие вот очень глобальные вещи. Нет, там ребенок будет просто заниматься в это время. Просто за ним будет присматривать, интересно проводить с ним время. И в дальнейшем я планирую так, конечно. По второму вопросу, насчет безопасности, конечно, это важный вопрос для мамы, потому что сколько бы я ни спрашивала маму, какая именно няня нужна, что они ждут сами от моего, например, проекта. Самое первое, это, конечно же, доверие. Очень сложно это сделать. И для этого, для собственной уверенности, я планирую заключать договора, то есть чтобы на няне, чтобы мама знала, что оставляя ребенка с няней, на ней полная ответственность. И, конечно же, няни, они у нас не просто со двора. Естественно, они будут с опытом работы, у них будет образование. Я еще планирую проводить курсы обучающие для начала, особенно для тех, у кого небольшой опыт. Несколько специалистов, таких как психолог, воспитатель и так далее, будут проводить свой какой-то курс, и няня будет уже знать, чем будет заниматься. Меня вот эта граничная сторона интересует. У вас вы создали платформу, поиск подбора, а вот у вас коммерциализуемость, у вас как комиссия будет заниматься? С онлайн-платежей, как вы будете проверять? Вы сканировали купить, да? У меня будет план такой. Есть расчет за час услуги, допустим, это 250 рублей. Даже не то, что это себестоимость, она на самом деле, конечно, меньше, но услуга будет составлять 250 рублей в час, чтобы окупиться, чтобы все на все хватало. И я буду собирать именно процент заказа у няни. То есть 40% я забираю себе, остальное, потому что иначе я не могу завлечь к себе няню. Они привыкли работать сами на себя, получать всю сумму на руки. И чтобы завлечь, мне нужно хотя бы установить туда процент. И чтобы сумма, которую получают они, была больше того, что вот сейчас мы на рынке, потому что основная у них сумма это 100 рублей, 130 рублей. Вы сканировали. Поняла вашу, да, все. Во-первых, няня не получает на руки. Это будет онлайн-оплата, я постараюсь, по крайней мере, как-то урегулировать это правильно сделать, да, и, деньги буду видеть я, то есть, или, по крайней мере, кто будет этим заниматься. Не будет такого, что, без меня это просто будет решаться, и кто-то может там что-то себе заказать, что-то такое. Еще вопросы? Спасибо большое.
Ну что ж, я поздравляю всех с завершением основной части. На самом деле вы большие молодцы. Я помню, как все переживали, волновались, готовились. Особенно вчерашний день был просто огненный. У нас были расчеты, мы готовили презентации. Хочу вас всех поздравить, все выступили достойно, у всех интересные проекты. На самом деле, кто-то уже, наверное, на себе мотает, как с вами сотрудничество организовать. Такое тоже есть. И теперь мы прервемся на полчасика. У нас сейчас будет самая такая интрига. Да? Жюри будут выбирать победителя проекта, кто получит грант 100 000 рублей. Даже меньше, может быть 15-20. Ну, по регламенту у нас полчаса заложено. Да, если раньше, будет здорово. Пока отдыхаем, расслабляемся, кто-то может делать фотографии. Да. Есть у нас в поле баннеры, соответствующие, можно здесь, кому как удобно. Да, жюри уходит в отдельную комнату, я сейчас провожу. Главное, не забываем, пожалуйста, оценочные листы наши. Вот именно такие, как и у нее в презентации, у нее все точно, все понятно. Прям рассказочку все понятно. Будешь здесь, но условий не было. Здесь что у тебя уже действующий проект. Если я знала, что это постоянно основная часть идет уже с действующим проектом. Это основная часть. А где основная все делают? Это прям. Вот то, что я говорила про себя, это был просто аналитический опыт, мне не получилось. Я понимаю, что я ушла. Я не послушала. Нет, очень хороший, очень хороший. На самом деле. Да, это не важно, абсолютно такой. Это для всех актуально.
Да, ты понимаешь? Это все как раз мама понимает, я один раз столько я устала, хотела просто выйти и все подъезд написать. Дети, школьники, девочки. Я сейчас просто подготовлю где-нибудь у плиты, а а вот как-то территориально это, как сказать, чтобы не с конца района, а вот именно такой представитель. Они причем. Нет, вот именно, что ты закажешь, ты закажешь, который туда пойдет. Не надо говорить, что тебе. Это не большое. Разговор сейчас персонал, мне кажется, все равно немного людей. Еще остается быть небольшим описанием. Когда? И что-то я думала, но я не знаю, у них уже А если тем более такие опыты меняют работу, они тоже привычно. Только если ты сама это ответственный и конкурентный. То есть вот ты официально говоришь все девочки. Это я думаю, вначале у меня вообще будет более узкая, то есть я хотела именно, чтобы у меня была одна девушка. Спокойно вообще, то есть дело нормально. Вот я, допустим, свою дочь скажу. Но мне не доверилась. Но в основном это остаются племянницы, действительно, с бабушками. Ну, это просто твой родственник. Но, по сути, больше своих 18. Вот именно, поэтому разделение может быть. У нас на концерте, там такие вообще косу, А он тебя не задел? но все равно Я во всех ракурсах. Давай еще поближе к этому. Очень. Фотография отличная. Спасибо большое. Давай. Нет. Я не говорю, на всех Тысяча рублей вообще, 100 рублей. Я возьму, чтобы плакаты это. А может потом просто прочитать. У меня мама читала, что я даже... Сейчас, а я тебя еще захотела. Давай. Да, вообще классно был конец. Слушай, вот тут вот сидел парень, масло, который сидел болтал. Мне, конечно, и так напоминают массаж. А если мы здесь возьмем, мы же не мешаем? Нет. Это мы? Я говорю параллельно. Нет. Я не знаю, но вопросы у женщин были хорошие.
Даже некоторые действия, ну, прям Про девушку, слушай, это же популярно делать 60. Да, это я вообще Ну, знаешь, не все опять возросшие. Я вообще хочу узнать, что с вами. Я сегодня хотела сделать. Вы сегодня сказала, как у меня. Короче, там много спиннинг. Вот именно спиннинг. 2 часа ночи. Я вообще прикольно. Я спасибо. Я немножко представляю. Здесь я просто слушаю. Здесь потом пока мы зачитаем. Теперь очень лаконично. Спокойно. Это что, я, если честно, скинула бы на мой ссылку. Можно ссылку вступления? А оказывается, можно промотать. Кажется, можно промотать. Смотри, я уже не успела. И он раньше сказал. Я тебя хотела я все это Я на самом деле ставлю на тебя. Я не ставлю, вообще не ставлю. Вот так обычно все начинается, все мы это знаем. Я была в конце, мне не первый последний это не ее твой. Я только ходила немного. Вы уже знаете ответ, решили нас волновать. Там еще не готово. А если не делали что-то, то не Нет, это можно сам отвечать. Реально, поэтому теперь тут будет много чего. Мне кажется, все правильно. Просто они увидели все, что хотели. Знаешь, по всем пунктам все. Ой, вообще, я с вами согласна не можешь? А он здесь ребенка? А у кого есть вторая? У меня нет. Это моя мама. Да? Это девушка. Да, это У тебя младший нянец? Я первый раз в жизни звала незнакомую девушку. Вот не очень часто это было. Короче, я написала в Инстаграм, что мне нужна няня. У меня там с чего. Вот так это все происходит, понимаете? Вот я скажу. Вот и все, одна студентка пришла. А к списку задержать? Нет, так средний срок. Ну, я сказала, вот там будет 3-4 часа. Она в 11 пришла. У меня нужно сидела здесь. Он что, не делает нормально? Это еще старше. Мой второй. Я пошла сейчас, что он Мне, конечно, не такая. Мне сразу обрадуется. Это уже Я же не заботился, что у меня подходит назад, на меня очки стоит, вот это чужого лучше.
Гулять с ним. Одному надо, допустим, сама там ходить, Вам дали грант? Давайте. Нам все дадут сертификат, потому что мы хорошо. Ой, вообще супер. А, можно сейчас. Что это сертификат дает? Просто, потому что ты пошла. Повесишь свое логотип. Ты что, Ну, вообще... Молодец, у вас, смотрите, теперь Да. Если она вернулась домой, решила фото, залезла на кухню, и все. И все то же самое. Даже просто выйти от границы, да, и свои страхи перестать тестировать, что вы все ласкаете. Выйти ребенка, просто что творится, что вокруг, и они вот это вот расписываются. Я уже все забыла. А может быть,
А у кого сухие салфетки? Сухие салфетки. У нас здесь одна это значит, там уже видно, против него,
Ну, вот знаешь, это все исправление. А это когда на нашу точность сама изначально. У меня там на самом деле, чем больше выходит, тем лучше сама. Я вообще Нет, ну первый цикл. Ну нет, ну вчера, например, державная презентация, конечно же, какой-то я помню, я слушала 4 часа. Нам надо, кстати, знать, его вот
Ну давай, перетаскивай. Перетаскивай. А она сейчас свалится. Нет, понятно. Сейчас дети разыгрывают все. А он такой, что ли? Патрик уже идет. Не вытаскивай, Паша. Ты на стульчик положишь, Паша. На стульчике. В смысле, это я почему не смогу? Ну, пусть положишь. Хочешь, ложи, подними. Организуй все. Вот это, наверное, искал. Сейчас я позвоню. Оль, подожди. Уйдем близко. Выделите, да? Выделите между Базовый прием. Три. Впервые видим. Впервые вообще. Давайте будем считать, что не впервые, вот так. просто выведенные. Они исключили новый контракт. Новый контракт. Смотря на то, что Хорошо. А мы еще динамика. Динамика как вот просто вы даете нам вот возможность маневра, или вы нам прям под козырек. Замышленный там. Они очень.
Спасибо за поддержку. Ну а что, слабо российского кто-то читает? На самом деле. Сильный федеральный структура. Я не смог смотреть, да? На самом деле, ну что? Скажите, да. А вы сейчас скажите, да. Андрей Анатольевич, они вас просто не выпустят из этого помещения. Мы начинаем. Было томительное ожидание. Следующий день у нас выбирали победителя. На самом деле этот приз заслуживают все. Но прежде всего я хочу, чтобы каждый член жюри сегодня тоже высказал свои впечатления о проекте. И первое слово я предоставлю Зухре Магомедовой. Пожалуйста. Спасибо вам за поддержку. Я хотела сказать, что на самом деле каждый проект Николая сказал достоин победы. И я просто как начальник отдела развития предпринимательства, человек, который отвечает за развитие предпринимательства, поддержку предпринимательства, не могу сказать про тех мер поддержки, которые у нас оказываются на уровне республики, федеральным предпринимателям, организациям, которые относятся к субъекту малого и среднего предпринимательства. У нас есть финансовые поддержки, меры финансовые, нефинансовые, правовые, организационные, имущественные. Если вы хотите более подробно узнать, я хочу вам говорить, потому что большинство из вас уже зарегистрировано в этом качестве, и вы можете реально получать те меры поддержки, которые оказываются государством. Вот. Призываю вас всех воспользоваться этими мерами поддержки. Телефоны можно посмотреть на нашем сайте, на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Вы можете записать мой телефон 64 20 61. Меня зовут Зухра. Вот. И можно поинтересоваться о мерах поддержки. Ну, вот здесь сидят мои коллеги, которые я в его глазах читаю, что он хочет сказать про свои меры. Он уже на самом деле всех вас уже воспринял в своей мере, сказал, что они все подходят для меня, он отдельно, просто отдельно хочу сказать вам большое спасибо, девочки, за то, что вы такие прям замечательные, за то, что у вас полно оптимизма, за то, что вы воспитываете и делаете такие важные для государства дела и находите время, чтобы вот прийти, послушать, влиться в коллектив, быть всегда в тренде. Спасибо вам большое. Следующее слово я представляю Екатерине Евгеньевне. Благодарен фонд Андроид, ответил лучше. Что я хочу сказать? Сегодня дебют проекта Чувашии, и ваш очень успешный дебют. Я всех вас, всех нас с этим поздравляю.
Thank you.